Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости, подписчики моего канала и все люди доброй воли. Спасибо большое, что ждете наших встреч с политическим философом Павлом Щелиным. Он на связи. Павел, приветствую вас. Приветствую, Александр. У нас прямой эфир, 13 понедельник, июль месяц, разгар лета, разгар эскалации, разгар, собственно, самых совершенно разных заявлений. Понятно, что Зеленский в очередном турне. Теперь там они создают антибаллистическую коалицию. Ну, каких коалиций еще не создавали? В общем, и эту создали. Там Макрон ему говорит, я тебе лицензии передам на зенитные ракеты. Вот уже это новость последнего часа. Они там с ним обнимаются, чуть ли там в губы не целуясь. Вот это вот уворачивается Зеленский. В общем, и в этот момент, как всегда, объявление о том, что массированная атака ожидается в течение 48 часов. Ну, то есть это то, к чему все привыкли. Это такая стандартная норма. Сейчас объясню, к чему я вот такую преамбулу сделал нашему эфиру. Едва скажу о том, что, как всегда, вопросов уйма в сообществе YouTube открытом. В закрытом клубе зрителей Шелест тоже вопросы можно оставлять. Чат трансляции в самом конце подключаем, поэтому, друзья, пожалуйста, на протяжении эфира не пишите вопросы в чате трансляции, а потом не возмущайтесь, что их не прочли, они просто улетучиваются. Поэтому в самом финале досмотрите, пожалуйста, эфир до конца и вот задайте вопрос Павлу. Также, уважаемые зрители, всех призываю по ссылкам в описании, их там предостаточное количество. Patreon, закрытый клуб в Telegram, открытая группа в Telegram, YouTube-канал, конечно же, Павла Щелина. Переходите, интересуйтесь. Ну, вот такая орг-часть, да. А вот теперь по сути. Спасибо. Да, Павел, а вот теперь по сути. Смотрите, на прошлой неделе встречи Зеленского и Трампа, вот это сказ Рубио о том, что эскалация открывает двери и новое пространство для переговоров. Ой, эскалация — это так хорошо. На фоне иранских событий, которые мы тоже отдельно обсудим, кажется абсолютно какой-то непонятный как бы двигатель у этой машины войны. Абсолютно непонятный. Получается, двигатель эскалации — это желание мира. Все ровно так, как мы с вами обсуждали год назад, 2 года назад. Но сейчас это стало настолько очевидно, что даже школьнику понятно. Но это же абсолютный обман и, вот такая, вот очевиднейшая залипуха. И все это видят и едят. People have it. Это, получается, у people вкусы изменились? Да нет, они последние 6 тысяч лет не особо изменились. Еще пророки пишут, что говорят мир, мир, а мира нет, ибо все они от мала до велика врут народу моему. Поэтому нет, здесь в принципе ничего не изменилось. Оно как было, так и есть. Слово «мир», оно очень удобное, оно всем нравится, оно вызывает очень позитивную реакцию у человека, когда он ее слышит, а в современную эпоху оно стало еще полностью бессодержательным. То есть есть такое понятие в теории лингвистики — пустое обозначение, да? То есть empty signifier. И, собственно, вот понятие «мир» в современном, можно сказать, в современном политическом словаре — это и есть такое пустое обозначаемое. В него можно вложить абсолютно любое, простите за тавтологию, содержимое. Повторюсь, все участники вообще за мир во всем мире. Просто понимают они этот мир по-разному. Даже вот, понимаете, украинская элита очень за мир на границах 91 года с деколонизированной Россией и репарациями. Европа очень тоже за мир с уничтоженной Россией. Россия тоже очень за мир. Вот, пожалуйста, 4 региона, конституция, демилитаризация, денацификация, нейтральный статус плюс буферная зона, и мы будем за мир. И вот Трамп вообще за мир, особенно если этот мир имеет дополнительное количество нуликов, которые капают, так сказать, на банковые счета правильных людей, а все остальное, в принципе... А главное, Трамп выглядит при этом победителем по жизни тоже. Все за мир. Так что все за мир, только мира так и, разумеется, не будет. Для мира требуется общий знаменатель. А вот общего знаменателя между всеми современными игроками, если мы возьмем и украинский конфликт, и войну в заливе, то его нет.
Поэтому вместо вот этой риторики можно смотреть на непреклонную логику причинно-следственной связи. А здесь мы возвращаемся к проблеме, как вам объяснить? Ну, проблема соотношения военных и политических целей, да? То есть мы понимаем то, что просто для того, чтобы были достигнуты те цели, которые участники внутри своих официальных документов, официальных заявлений, доктрин поставили себе, эти цели не достигаются иным путем, через как эскалацию. При этом, и заметьте, пока еще даже историосовскую логику сюда не привел. Это я пока вам чисто на логике причинно-следственного анализа объяснил. И тут, понимаете, мы потеряли такие важные понятия, как победа, поражение, капитуляция, там, аншлюзы. Ну, понимаете, то есть мы вот это потеряли. То есть мы видим, что есть определенная формула. То есть, эскалация, понятно, там, да, эскалация ради мира. Нет, подождите, мы упустили где-то здесь вот эти составляющие, потому Нет, что без них мы их не невозможно. упустили. Простите, нет, мы их не упустили, мы их просто не проговорили. Разумеется, предполагать. Знаете, прямо, ну, если вас интересует как это, снятие покровов с этого секрета Полишинеля, давайте реконструируем эту языковую формулу. Когда говорится о том, что эскалация открывает дорогу к миру, переводить это на русский язык можно примерно так. Через эскалацию мы создадим для России такие условия, что она пойдет на наши требования. То есть это на де-факто капитуляцию. В таком прочтении эта фраза становится осмысленной. Поэтому нет, никто ничего не пропустил, просто интересная эпоха. Говорить о победе или говорить о капитуляции, или говорить о других более, скажем так, смыслонагруженных феноменах, смелости нужно больше и политической ответственности. Ну, условно, понимаете, тоже интересно. Слово «мир», оно с говорящего, ну, в нынешней обстановке, никакой ответственности не требует. Ну, кто как бы будет возражать? Вы же за мир, вы за мир, и я за мир, и мы все за мир. И именно поэтому политики охотно его используют. А вот сказал, например, победа. Ну вот сказали, помните, границы 91 года, да? Вот до сих пор приходится, так сказать, от этого мема отбиваться. И так далее и тому подобное. То есть, как только что-то конкретное назвал, ты делаешь себя уязвимым для риторической критики. Поэтому и стороны предпочитают такие пустые понятия. Но за каждым таким пустым понятием скрывается логика стратегического документа. Да? А все стратегические документы Европы указывают прямо подготовка к конфликту с целью стратегического поражения Российской Федерации. Просто эти слова вы найдете, вот, которые вы все перечислили, не в речи сейчас политика, а в бумаге, которую вы там будут читать эксперты. Только и все. Павел, давайте разложим ситуацию, которая сейчас произошла на Ближнем Востоке. Мы к Украине перейдем, более предметно обсудим. У нас есть опрос. Голосуйте, пожалуйста, в чате трансляции. Сейчас какая-то очень непонятная война Трампа. Вроде есть этот меморандум подписан. Вполне понятно. Трамп говорит, его уже нет. Трамп говорит, нарушили. Люди говорят, так нарушила Америка прежде всего. Сегодня шокирующее, такие откровенные, но где-то мы их уже слышали, эти заявления о том, что США станут стражами, а в другом переводе хранителями, даже ангелами-хранителями Ормузского пролива, соответственно, будут брать мзду. За 20%, да. Да, будут мзду малую брать за это. Это ожидаемое развитие событий? Да. То, что происходит сейчас? Это единственное ожидаемое развитие событий, потому что этот меморандум изначально не имел... Ну, давайте так, он не соблюдался в течение ни одного из дней, потому что те условия, которые в него смог заключить Иран, США никогда не собирались, ни один политик в США не обладает достаточно моральным капиталом, чтобы их исполнить. Напомню, в частности, там США, по сути, взяло обязательства за счет Израиля, что, в принципе, невозможно точно так же, как в Украине. Трамп не может приказывать Израилю, сколько бы он, скажем так, не пытался. Поэтому, если вы заметили, боевые действия в Ливане не прекратились. А это, напомню, пункт 1 всей, опять-таки, меморандума. А реальная причина заключения этого меморандума была с точки зрения Трампа очень проста. Он уже сказал об этом прямо, по-моему, недели 2 назад, что у нас нефти не осталось в хранилищах, надо пополнить.
Вот очень простая, понятная, прикладная история. Проблема в том, что почему эта логика неизбежна, логика эскалации, почему это будет продолжаться, и, я думаю, эта эскалация пойдет вплоть теперь до наземной операции, думаю, где-то в начале 27 года, ближе туда, потому что у Трампа нету права точно нету права на поражение. В силу феномена американской домашней политической жизни, Трамп, с его точки зрения, может позволить себе все, кроме одного — быть лузером. Мы с вами много говорили о сакральном, скажем так, значении, если угодно, понятия лузера в американской политической теологии. И господин Трамп интуитивно это очень хорошо понимает. Поэтому его просто с крючка не отпустят. Понимаете, на любых выборах ему припоминать, что он вошел в авантюру с Ираном, из которой он вышел проигравшим. То есть, опять-таки, смотрите, да, условия, которые были до начала бомбардировок Форда Трампом, да, и, по сути, те условия, которые были в меморандуме, подписанном же, опять-таки, в Версальском дворце, мы можем сколько угодно делать риторические высказывания, опять-таки, в СМИ, но достаточно просто почитать этот документ и понять, что Америка такой документ не подписывает победитель, да? То есть, это документ, по которому, условно говоря, фиксируются убытки. Проблема в чем? Если бы Трамп был государем, да, то есть человек, который обладает стратегическим видением, несет ответственность за народ перед Богом, то есть смотрит в будущее, то он мог бы на себя принять эти убытки. Да, не получилось принять ответственность. Трамп не государь, он является участником спектакля под названием «Демократия», и в рамках этого спектакля ему лично, причем, очень важно не быть ответственным ни за что. Поэтому он может позволить себе любой риск, кроме поражения. Он не может позволить себе реально зафиксировать это поражение. Поэтому вы заметили, что сразу по итогам этого меморандума американцы всеми силами пытались изменить его условия, да, в процессе всех этих переговоров. Но Иран тоже, простите, не собирается давать американцам эту возможность. На все вопросы, а почему Иран так уперся, давайте вспомним все-таки базовый факт. Вам вообще-то убили лидера, бомбардировки принесли по всей стране. Вы как после этого уступки будете делать? Чисто это довольно самый очевидный факт. То есть, масштабы этой агрессии, безо всяких, скажем так, оставляют очень маленькое пространство для маневра, в том числе, простите, иранскому руководству. Во-первых, нужно понимать, если вы внимательно читали комментарии вокруг всех этих событий, то мы видим то, что так называемые переговорщики представляют собой меньшинство даже среди иранского руководства, включая, очень важно, новый верховный лидер Ирана, по сути, прямо против этого меморандума. И, по сути, господин Галибаф под личную ответственность подписал эти соглашения. То есть, это максимальный верхний предел, насколько они способны переводить историю из военной ситуации в дипломатическую. При этом событие тоже очень важное — похороны. Да, то есть, мы видели 40-миллионные похороны, после чего все сказки о том, что народ там не любит режим, что народ все жаждет, чтобы его еще больше побомбили, чтобы свергнуть этот режим, просто расселись, что, по слухам, из одной рейтер сказала, вызвал особый гнев Трампа, потому что его к таким картинкам жизнь не готовила. Но смысл в том, что Иран абсолютно четко понимал, что американцы, скорее всего, выполняют, большая часть Ирана понимала то, что этот меморандум исполняться не будет. Можно сказать так, патриотическое крыло иранского руководства, тем не менее, согласилось с его временным заключением. Во-первых, это его провал ослабляет либералов в Иране очень сильно. Так называемого этого Галибафа, Аракчи и прочих. Простите, они свою репутацию на кон поставили. Трамп в очередной раз их репутацию растоптал. С точки зрения иранской внутриполитической игры, это плюс для, так сказать, верховного лидера и его окружения. А тем не менее, Иран как никакую паузу получил. Ракетные тоннели откопаны, перезарядки проведены, ресурсы подвезены, боеприпасы пополнены. То есть, стороны, понятно, это эта короткая пауза для обновления и перехода к следующей стадии. У господина Трампа, тем не менее, остается сейчас очень мало вариантов, куда ведет вектор эскалации. Он будет бомбить на первом этапе всю прибрежную иранскую зону. И мы видим эти границы, чтобы пытаться отогнать возможности Ирана по нанесению ударом по кораблям. В силу географии места и современных технологий, простите, Черное море не даст соврать, у него это не получится. Все сараи американские ракеты не разбомбят, а чтобы, простите, по танкеру попасть,
много сегодня не надо. Это делается достаточно быстро, просто и дешево из любого грузовика. Значит, остается на длинном этапе то, что можно будет хотя бы временно под выборы продавать как победу. Поэтому, скорее всего, будет попытка провести красивую наземную операцию в одной из маленьких стратегических точек, которую потом на Fox News можно будет рассказать, что мы победили, что приведет к еще большей дополнительной эскалации, и в конечном итоге точно так же эта история может закончиться только поражением одних из участников. В чем, повторюсь, важный цимис? Кто участники? И вот здесь надо четко понимать, что есть США как участник, Израиль как участник, и есть Трамп как участник. Да? То есть это тоже очень важно понимать. Потому что для США есть место выйти из этой истории с минимальной потерей, с сохранением лица и даже с не такими большими убытками. Для Трампа нет. Понимаете? Это очень принципиальный момент. Какой бы итог этого соглашения не был, Трамп либо цепляется за этот микроскопический призрачный шанс, не знаю, морпехи там, где бригада морпеков проходит маршем по Ирану, понимаете? Так это, с точки зрения теории вероятности, шанс 0,000000001% у него такой есть. А в противном случае у него гарантировано 100% личное поражение по итогам этой авантюры. И поэтому Трамп, разумеется, как и любой современный политик, наплевав на, опять-таки, интересы той целостности, над которой он так или иначе сейчас должен управлять, выберет цепляться за вот этот призрачный шанс, который дарует ему надежду не побыть лузером в моменте. Вот примерно так я вижу эту историю. Есть еще дополнительные сегодня, кстати, возникшие сложности, назовем это сложностями, когда хуситы объявили, что будут вместе с Ираном, который блокирует Ормуз, блокировать его Мальдивский пролив. Да. То есть, ну, конечно, сейчас у них там перестрелка идет с Саудовской Аравией, саудиты по ним выстрелили по аэропорту, а там второй уже борт приходит из Ирана, ну, вряд ли там какие-то, там что-то серьезное везли из Ирана. Ну, а хуситы вот к вечеру, ближе к нашему эфиру, уже стреляют по баллистикой по Саудовской Аравии. То есть все закручивается ровно вот в этот клубок и ровно в этот пожар, о котором там говорили многие раньше, от Жириновского до каких-то других аналитиков. И Трамп на это идет. Я не Жириновский. Да, почему он идет, я вам объяснил. И почему все политики на это идут. Потому что современная структура власти не делает возможным, даже на теоретическом уровне, прихода к власти политиков, которые способны не принимать ответственность за свои решения. Вот ключевая история. Потому что по итогам этой авантюры, с 10-го дня этой авантюры стало понятно, что условно антииранская коалиция проигрывает. И вот дальше был вопрос фиксировать... объясню, почему проигрыш. Потому что очевидно, что целью этой операции являлась смена режима в Иране. Если вы не достигаете этой цели, то вы, очевидно, ее проигрываете. Да? Плюс Иран, нанося удары по всем инфраструктурам, перевернул карту и очень быстро показал то, что да, поражение будет. Проблема в чем? Кто ответственность возьмет за это поражение? У вас нет ни одного субъекта в регионе, который может взять ответственность. Либо институционально, либо чисто психологически, либо по внутренней политической властной логике. Вот это мы видели на примере господина Трампа, но то же самое можно сказать на примере всех этих эмиров, да, и на примере Саудовской Аравии. Вот сейчас что, этот политик выдаст и скажет? 60 лет нашей политики, моих отцов, по сотрудничеству с Америкой, по созданию от этого огромного зонтика безопасности от Америки, по инвестированию всех наших этих ресурсов в американские, это все было ошибкой, и нам теперь надо договариваться с Ираном, которого мы дикарями, по сути, называли все это время, да, и теперь что, мы сегодня должны согласиться с тем, что Иран будет определять нам, как тут жить в регионе? Да я лучше и дальше по списку. На интуитивном человеческом уровне вот оно, главная причина, почему эта воронка эскалации будет расширена. Нету сегодня политиков, у которых есть даже не просто право, а как бы моральный вес, если угодно, ресурс, крест на поражение. Никто из них не сможет взять ответственность за поражение. А значит, пытаясь сбежать от этого
момента истины они будут жать на красные кнопки по тех пор, пока у них есть хоть одна красная кнопка. И здесь, повторюсь, все как в анекдоте. Очень просто понять. Народная мудрость, она всегда гораздо ближе. Папа, ты будешь меньше пить? Нет, сынок, ты будешь меньше есть. Вот это вся история нашей политики. Ну, Иран тоже не овечки, и не белые, не пушистые. Здесь вообще мы не говорим про Нет, мораль, подождите. заметьте. Иран стрелял первый. Иран... Я вообще, если честно, я до сих пор, я просто не могу собрать до конца этот пазл. Мало информации такой, именно инсайдерской, потому что это должна быть информация оттуда. Ну, оттуда понятно, что нет источников там таких, чтобы можно было им Простите, доверить. Александр, чтобы, куда Иран первым стрелял, чтобы мы были на одной волне? По ну, вот, нарушения меморандума именно стрельбой был у Ирана. Не было. Был Не у было, Ирана. потому что, объясню, Александр, согласно меморандуму, он идет в пакете. Пока не выполняется первый пункт, вы не можете предъявлять нарушение другого пункта. Так вот. А перемирия в Ливане не было ни на один день. Так мы, Поэтому Иран смотрите, ничего не нарушал. Так мы топчемся, как по Минским соглашениям, понимаете? Одни говорят, Конечно. вот этот пункт, другие говорят, нет, давай вот этот после этого, а другие говорят, нет, это не меню. Ну вот, понимаете? То есть, Ну, конечно, это... Нет, простите. Что значит одни говорят? У нас есть документ, Александр. Это принципиальный момент, который подписан, вы можете его прочитать, и у него очень четкие требования. Поэтому нет, Иран с юридической точки зрения абсолютно, понимаете, это же был, с точки зрения иранской дипломатии, в этом и прикол. То есть они как бы с их точки зрения ничего не проигрывали, потому что американцы подписали документ, который в любом случае они соблюдать не собирались. То есть на практике Иран сохранил свою репутацию для глобального юга, для Китая, для России, для Индии, а на практике они понимали, что на Земле мало чего не изменится, потому что первый пункт соглашения, на основе которого все остальные пункты соглашения зависимы, не исполнялся ни один день. Кстати, как там поживают замороженные иранские активы, которые надо было разморозить? Как там поживают все остальные пункты? Так что на этом фоне, объясню, план США был какой? Вот мы такие великие, Иран будет, как сказать, закроет глаза на первый пункт, а мы потихоньку будем сдвигать все остальные. А Иран включил нормальную юридическую логику и говорит, нет первого пункта, нет вам никакого движения по Ормузскому проливу, кроме как по нами одобренному коридору. Так что, опять-таки, дело не в овечках, да, то есть ваша фраза, я здесь говорю же, пока я мораль в эту историю не заношу, я вам говорю здесь про причинно-следственную связь и про мотивацию сторон. С точки зрения своей внутренней логики, Иран действует предельно последовательно и в соответствии со всеми своими обещаниями. То есть вас просто удивляет, что, наверное, что это... Помните, был такой великолепный фильм Тарантино, да? Вообще все действия, реакция на действия Ирана почему-то со стороны и стран залива, и Сауда, и особенно США, напоминает мне... Был такой персонаж Самуэл Ли Джексон из «Джанго освобожденный». Не помните? Такой вот старый дворецкий, нет? Вот у него была знаменитая фраза «Да что этот себе позволяет?» Вот вся реакция на Иран почему-то у всех какая-то примерно такая. В то время как если вы просто читаете документы, официальные заявления, там ничего удивительного нет. Банально простой факт, опять-таки, с чего все началось-то все-таки? Что кое-кто кое-кого разбомбил. И кто кого разбомбил, мы все прекрасно помним. Напомню, что точно так же безо всякое объявление войны, то есть вообще, что это было юридически, да, то есть все эти вопросы медленно подвисают. Но не получилось. В этом проблема. То есть, если бы, представьте себе альтернативный сценарий, если бы все получилось, то сейчас бы там этот шах сидел бы, Леви, который, бежавший из Калифорнии, сидел бы в Тегеране, Трамп бы рассказывал, какой он довольный, как он управляет Тегераном с клавиатуры, подобно тому, как Рубио выполняет Венесуэлу, и все бы на это закрыли глаза. Но не получилось. А вот ответственность теперь из этого... Но какой была американская? Вот это тоже интересная логика. То есть, по сути, Трамп примерно так и ждал. Не получилось, значит, откатываем, как было до попытки. Так не работает в политике. Не получилось, неси ответственность. И вот здесь затык. Хорошо, как разрешиться? Куда идет эта ситуация? Извините. Первое, вот тут важно, помните, у нас с вами где-то полгода назад был эфир по поводу великолепного заявления альтернативного философа 20 века Владимира Зеленского, который выступил, что, дескать, в истории есть закон, что в истории, понимаете ли, нападавший всегда платит.
Да? То есть, ну, во-первых, тут сразу интересно, применительно, работает ли этот закон с точки зрения философа господина Зеленского применительно к американо-иранской войне, ну, допустим. Но проблема в том, что этого закона-то не существует. Платит всегда проигравший. Вот это принципиальный закон. Платит всегда проигравший. Поскольку проигравшим быть никто не хочет платить, вот это будет продолжаться дальше, до того момента, когда отрицать реальность невозможно. То есть мы снова придем... Давайте тогда разберемся. А что такое Когда победа? сгорит весь Ближний Восток. Да, то есть что такое проигрыш, что такое победа? Для стран очень просто. Для Ирана победа, когда американские силы будут выведены из Ирака, когда Америка понесет такой ущерб, что она откажется от дальнейших военных действий против Ирана. При этом все остальные оппоненты Ирана в регионе, такие как Израиль, такие как страны залива, получат критические повреждения инфраструктуры, которые заставят их самих поднять вопрос о выводе американских войск с их территорий. На практике это мы будем, я говорю, мы думаем, мы такими темпами дойдем до попыток наземной операции, кто знает, до потопленных авианосцев и эсминцев. Все это мы, скорее всего, в регионе увидим. Ну, понятно, что весь этот прекрасный мир продвинутой экономики в Катаре, в Эмиратах и прочих, ну, вот эти замки из песка, ну, стекло же это песок, построенное на песке, было такое пророчество, да, как говорят старые арабы в этом, ну, старые вот эти говорили, что вот наши отцы ездили, наши деды ездили на верблюдах, мы живем в небоскребах из стекла, а дети наши и внуки снова поедут на верблюдах. Так что вот, скорее всего, к этому там у нас все и пойдет. Тут, извините за такую лексику, окочурился Грэм. Иран вышел и публично, ну, так и сказали на иранском телевидении, Грэм сдох. Ну, вот так. Грэм очень серьезную, как бы, скрипку публичную, да, отыгрывал в этом противостоянии против Ирана. Израильско-саудовские отношения пытался наладить. Он даже перед смертью говорил... Искренний сионист до мозга костей. Ну, да, говорит, я, говорит, не собираюсь умирать. Мне еще там, ну, условно, великий Израиль делать. Но так уж случилось, что все. Причем интересно, что официально понятно, там, разрыв или там расслоение, короче, аорта, там, инфаркт Бикарда, вот такой рубец, как все сейчас шутят, вспоминая «Любовь и голуби». Но он побывал в Киеве, публичные люди, политики и разного рода блогеры говорят, елки-палки, это Россия убила. Другие говорят, так подожди, это Иран, он же вообще грозит убить Трампа, и у него там целый список накатало телевидение, выкатило вот этот список. Венса, кстати, там нет, что так все так тоже так посмотрели, Венса там нет, а все на свете есть. То есть Москва, Тегеран, есть особо изощренные как бы конспирологи, понятно, там, понимающие, что сейчас происходит с рынком оружия, производством оружия, деньгами, которые занимали, вообще говорят, что это Киев, так сказать, ну, в общем, повлиял на состояние здоровья деда Грэма. Что вы думаете об этой смерти? Какой ее смысл? Потому что все же, знаете, как по Булгакову, очень внезапно произошло. Горе тебе, человечишься. Собираешь ты богатство и не думаешь, что завтра уже умрешь. Это вольный пересказ из притчи о богаче, который начал амбары строить. То есть, как это, ешь, пей, душа моя, радуйся. Горе тебе, человек, не знаешь, что завтра умрешь. Это к вопросу. А так, думаю, есть Псалом 142, как «Изыдет дух его и возвратится в землю в твою». В тот день погибнут все помышления его. Что тут еще сказать? Конспирологией не владею. Смерть слишком важная тема, чтобы отпускать сальные шуточки, которых тут очень легко можно было бы напридумать. А символически, ну, как... Символически богиня Мавка, вот этот культ языческой ведьмы, которая является государственной богиней Украины, ну, она же всех жрет, ну, что сказать. Всякий, кто с ней свяжется, в конечном итоге потерпит убыток, если вовремя не покается и не переменит ум. Что-то еще добавить. Очередное подтверждение. Ну, политически Трамп сделал сразу 2 сегодня заявления об этом. Говорит, давайте сестру назначим.
тоже. Вот вы так говорите, там, Трамп не государь, выше сегодня вы сказали в нашем эфире, да елки-палки. В смысле не государь? Он говорит, тут помер Грэм, давайте его сестру, исполняющую обязанности, назначим. Это не государь. Я высказал, государь – это тот, кто несет ответственность перед Богом за принимаемым им решением, а не перед своим эго. Второе заявление, которое он сделал, что, слушайте, говорит, у нас разные были позиции, мы как-то так немножко даже не поняли, он так от него в сторонку, то есть я вообще за мир, я вообще мира хотел. Так он за мир, да, так он вообще все мир хотел. А Грэм ястреб был. Да. Нет, это господин Трамп. Слушайте, господин Трамп, мы с вами много обсуждали его этику, что никаких убеждений у него нету по этим вопросам, он готов говорить все, что угодно, важно, что он готов реально делать. А что он готов реально делать, мы видим за последние 2 года по делам очень четко. Тут что обсуждать. Разумеется, Трамп не является никаким сторонником мира, Трамп является сторонником победы, собственно, Трампа, да. Он, опять-таки, у нас есть господин Рубио, гораздо более, слава богу, последовательный в своих высказываниях, который четко отражает логику американской администрации. Можно посмотреть все выступления господина Рубио за последние 2 года и показать, как они ничем не отличаются, по сути, от господина Байдена и так далее. Стилистика чуть-чуть поменялась. А цель на стратегическое поражение России, она не изменилась. Другое дело, что на тактическом уровне, да, условно, мы с вами много раз обсуждали, короткое там временное перемирие по ЛБС, оно выгодно для того, чтобы довершить, скажем так, переподготовить украинскую армию, сохраняя военное положение и закрытые границы, возможно, навести небольшой косметический порядок, там, сменить одну фигуру на другую и к раунду следующего, как запланировано по методичкам, вступить в полной силе. И вот им это не дают, они говорят, что это Россия мира не хочет. Так что тут все очень стабильно. По поводу ситуации вокруг, собственно, встречи Зеленского и Трампа. Кажется, что она дала какой-то новый толчок, новое дыхание, моральное, по крайней мере. Хотя все отмечают лукавство речей самого Трампа, все прекрасно видят небольшое несоответствие тем деньгам, которые декларируются для Украины, это 70 плюс 70 миллиардов с реальными какими-то выделяемыми деньгами, хотя на следующий год плюс 70, понятно, что никакого мира нет. Плюс очень-то интересно смотрится, да, сегодня Зеленский продлевает мобилизацию и военное положение, то есть еще на 3 месяца, то есть это уже... До последнего украинца, Александр, давайте просто, это будет длиться до последнего украинца. Тут просто можно принять этот факт и не удивляться новостям. Простите, что перебил, но Нет, это... я просто, смотрите, подождите, а Путин согласен до последнего украинца? Да. Трагично, но он принимает эту историю. У него выбора нет. На самом деле, как вам объяснить? Путин не собирается ради украинцев, простите, поражение принимать. При всей его любви в советские мифологемы о троедином народе, но ради сохранения жизни украинского народа, вы что ожидаете, что Путин больше будет ценить жизнь украинцев, чем украинская власть и весь Запад вместе взятых? Это тот человек, которого все ваши эксперты называют страшным тираном, который только мечтает об этом? Нет. Он действует... То есть, это трагичное обстоятельство. Но если, скажем так, я вам писал в этику, все, кто к мечом к нам придет, тот от меча и погибнет. То есть, все, которые возьмут оружие добровольно или недобровольно, чтобы воевать против России, они получат свой шанс встретиться с Создателем. Примерно так выглядит мнение господина Путина. С его искренней точки зрения. С оружием. Это смотря с какой точки отсчета отчитать, и что считать Россией. Одесса – это Россия? То есть, или Крым – это Россия, Донецк – это Россия. Если мы упираемся, да, с какого точки отсчета, да? Все очень просто. Я обожаю читать эту великолепную переписку между, допустим, киевлянами и донецкими, да? То есть, где одни говорят, к нам 5 лет назад пришли с оружием, а те говорят, а что вы к нам пришли с оружием условно 10 лет назад. А так вообще это все идет от Адама, да? Каин, все началось от того, что Каин Авеля убил. Нет, я на полном серьезе. Это самая базовая риторическая манипуляция, да? То есть, это мы должны очень четко понимать. Поэтому я говорю, этот закон исторический про нападавших, он настолько и глупый.
глупый. Это вообще бессмысленная фраза. В истории кто на кого напал, все зависит от вашей точки отсчета. Так, понимаете, я могу вам рассказать историю, что все началось, когда НАТО расширилось. Вообще, когда Германия в НАТО вступила объединенная, чего она не должна была быть. И с этого начинается нападение на Россию. А можно рассказать, что да, все началось 24 февраля 2022 года, и вообще до этого истории не было, и вот оно как из ниоткуда. Но если мы снимем вот эти все, скажем так, риторические истории, и вас реально интересует этика сторон, то да, господин Путин точно внутренне готов, для достижения им поставленных целей. Очень важно. Опять-таки, вот в этом плане Песков тоже сказал очень простую, для меня, с точки зрения олицетворения, как мыслит самая либеральная часть сейчас теперешнего Кремля, включая господина Путина, очень четко. Все может закончиться хоть завтра, и никто больше не умрет. Просто исполните наши очень разумные требования. Все, пожалуйста. Вот это гуманизм, вот этот вот предел гуманизма, который есть. Да? То есть, вот он примерно в такой логике остается. Но если вы хотите все воевать, скажем так, чтобы этих целей мы не достигли, значит, будем воевать. Вот примерно так это работает. Последнее время выдают, Украину за победителя, украинскую сторону. Это началось, понятно, Конечно. вместе с... Под саммит НАТО, очень хорошо. Нет, это немножко раньше началось, с middle strike, вообще под саммит НАТО, да. Но вот с этих middle страйков, с вот этих ударов, перерезаний коридоров, отработки. Сейчас вот там пару дней назад это Азовское море вот этими дронами. Опять-таки, тоже, тут же вот... Если люди хотят прочувствовать степень пропаганды, они должны вот посмотреть на даже эти видео, которые публикуются. То есть летит дрон, он поражает цель. Цель — это огромный там корабль, сухогруз, не знаю, что-нибудь, да, то есть тральщики там. Он его поражает. Понятное дело, что рассказывают так, что все прям утонули в Азовском море. Но если бы все утонули в Азовском море, то это же ужас, это нереально. Смотрите, Александр, здесь это как раз интересная история по вашей епархии, как говорится. У нас есть сейчас большой разрыв между виртуальным пространством и между реалиями на Земле. В чем была проблема? Примерно полгода назад, если вы помните, основной нарратив западных СМИ был stalemate, так называемый, стратегический тупик, и то, что Украина как-то терпит, мягко говоря, поражение. Под это сложно выделять деньги, под это сложно заниматься отмывкой денег. Поэтому нужна история, что Украина побеждает. Под эту историю можно выделять деньги, и по эту историю можно отмывать деньги. Поэтому последние полгода окончательно, по сути, был поставлен крест на внимании к событиям на земле. И, собственно, господин Зеленский же сам сказал, вообще не важно, не смотрите, что там происходит на линии фронта. Смотрите на те картинки, которые мы вам показываем. Все решится в воздухе. Вот, соответственно, и вот как вы видите, с точки зрения медийной, успешно, вот посмотрите, сверхуспешный в кавычках саммит в Анкаре, да. То есть, деньги выделены, все продолжено, да, то есть, вот как это банкет продлен, да. Если мы посмотрим на реальные проблемы на Земле, то мы видим, что просто динамика движения фронта, посмотрите на Лиман, посмотрите на Константиновку, посмотрите на Казачью Лопань, посмотрите на окрестности Сум, как двигается там фронт, посмотрите на фронт в Запорожской области, да, то есть, вот этот от Гуляйпольского и дальше на запад, как все это, где там эти все легендарные контрнаступления ВСУ, которые якобы последние там эти все годы, сотни тысяч километров отвоеванных территорий, нет ничего этого, но всех же про это уже забыли. Память как у золотой рыбки, да, можно обсуждать middle страйки. Вот в этой логике все и работает. В чем тут особенность? Российская Федерация прямо считает, на мой взгляд, ошибочно, тут честно скажу, но она искренне считает, что вот этот фактор медийной войны не важен. Поэтому она ракеты тратить на удары, допустим, по Пантеону не будет. И она не будет вот это все делать. Но она будет вот как каток преследовать свою цель согласно плану генерального штаба, который у нее есть. Вот они, согласно этому плану агрессивного истощения, выполняют постепенно в том темпе, который они себе взяли еще там 3-4 года назад,
ими же поставленные цели. Вот они в нем и движутся. При этом реальные проблемы постепенно решаются. То есть, как и всегда в этой войне, это признают даже адекватные, как бы антирусские, но хотя бы хоть немножко имеющие связь с реальностью, я замечаю украинские комментаторы, которые говорят, что в этой войне нету вундерваффе. То есть, любое тактическое новшество через полгода перестает таковым быть. Да? То есть, это всегда открывает окно возможностей, и потом оно закрывается. Но вот сейчас вот эти, middle страйки и прочее открыло короткое окно возможностей, но вот мы уже видим прототипы. Там турели изобретают автоматически для охраны объекта. В общем, предпринимаются контрмеры. Но, опять-таки, не переживайте, через 3-4 месяца я вам гарантирую, что мы увидим новый геймченджер. Придумают очередную какую-то вундервафлю в СМИ, вот благодаря которой перемогут точно, вот в этот раз точно. Байрактары, Хаймарсы, три топора, Абрамсы, Леопарды. Да все это прошлый век. Теперь Middle Striking, все это прошлое. Сегодня уже опубликовали, я не знаю, может, вы видели или нет. Морской дрон высаживает дрон наземный с пулеметом, высаживает, уплывает, а тот остается на Кинбургской косе с пулеметом, едет и всех убивает. Ра-та-та-та-та-та-та, вот это вот с пулемета. Понимаете? Он как? Роботы вкалывают, а не человек. Теперь роботы, все, я понял. Следующий, значит, будет робот. Ну, я говорю, а на практике, повторюсь, реалии на Земле можете смотреть нормальных военных аналитиков, которые с репутацией типа Lost Armor, и спокойно смотреть за динамикой фронта, которая вот безо всякого пафоса движется так, как она движется. Поэтому это все вот это просто разрыв между медийной историей. Тут интереснее то, что действительно особенность украинской медиасреды позволяет через систему тотальной цензуры, да, и очень жесткого единой линии партии, назовем это примерно так, поддерживать и очень интересные иллюзии в украинском обществе. Тут вот действительно интересный феномен для будущих исследований. Смотрите, помните, была такая фортеца Покровск? Уж сколько там ее раздували. Покровск не сдадим, будем это все защищать, вообще прочее. Покровск уже так прошло полгода вообще с момента того, как российские войска заняли Покровск, а он только через полгода был отмечен на картах, которыми типа украинские исследователи считают надежными, проукраинскими, я говорю о дипстейте. Но вы где-то сообщения в СМИ заметили? Пропорциональные тому хайпу, который, простите, раздувался вокруг этой фортеции там год назад. Нет. Вот так будет с каждым, да, то есть это вот эта вся история. То есть медийная сила, собственно, кто во главе Украины? Медийщики, поэтому медийщиков они отрабатывают хорошо. То есть, медийно можно создать фортецию, как бы накачать внимание к ней, потом по мере ее исчерпания просто про нее забыть, и население это само забудет там буквально за неделю. Никто же не предъявляет ни за Покровск, ни за Часов Яр, ни за Константиновку, ни за Красный Лиман. Этого всего нет, понимаете, это же не существует. Зато у нас, повторюсь, есть middle страйки. Поэтому... Почему никто не предъявляет? Вот сейчас очень интересно, мы так с вами заговорились, но у нас же есть вопрос нашей аудитории, и люди голосуют. Смотрите, где главная угроза для Зеленского, я спрашиваю сегодня у аудитории. Мы в конце подведем итоги. И варианты. Вашингтон, Лондон, Москва. Ну, или так я назвал, но люди, я думаю, поняли, о чем идет речь. Это одноэтажная Украина. Ну, имеется в виду народ. Народ, вот, который бунтует, негодует. И его очень боится Зеленский, иначе бы не было вот этих зачисток львовского бунта на прошлой неделе. Давайте как раз поговорим про львовский бунт, это важно, потому что события вот этой, опять-таки, религиозного характера, его надо объяснить. Я не шучу, когда я говорю, что вот Мавка, вот эта языческая ведьма, это богиня Украины, и все те, кто называют себя украинцами, рано или поздно вынуждены будут либо вспомнить, что они русские, либо ей присягнуть. Смотрите пример львовского бунта. Что меня больше всего поразило, это реакция так называемых украинских либералов. Условно, когда господин Корчинский, который националист, открытый, говорит о том, что расстрелять их всех надо там было за то, что руку на ТЦК подняли, я передаю суть сообщения. Оно длинное, можете сами прочитать, не искажаю. Это мне понятно. Для националиста это понятная логика. Она вот полностью укладывается в украинский национализм. Но когда, простите, украинские либералы, и уж простите, либертарианцы, которые последние 10 лет рассказывали о европейском шляхе, о правах человека, об эффективном государстве, о бизнесе, о правовых нормах, об институтах, в тот момент, когда вообще-то, согласно либеральному канону, надо защищать права этих людей. Потому что, а кто вам
простите, сказал, священное право человека, гражданина в либеральном мифе не умирать за государство, это вообще-то база. Но что мы увидели по этим всем украинским либералам? Единое мнение, правильно ТЦК и все сделано. Надо больше еще их было. Тут точно неотличимо, да? И вот это мы видим вектор, что неважно, ты где-то там был социалистом, либералом, националистом, если ты служишь вот этому богу, то ты закончишь там же. Поэтому, к сожалению, для вашего вопроса здесь я должен сам выразить определенную неожиданность, ну, в каком-то смысле для себя. Вот этот фактор народного бунта переоценен. Не думаю, что внутри Украины до обвала фронта, до не знаю, прихода русских войск, настигнет такая критическая масса, которую не удастся в крайнем случае просто перестрелять. Ну, то есть, мы увидели, то если что, просто ТЦКшники будут из пулеметов косить. Ну, то есть, мы увидели, куда теперь это пойдет. И да, на индивидуальном уровне мы видим, что сопротивление возможно. Кто гранату кинет, кто нож кинет, там такого рода истории. Но вот как массовый протест, поход на Киев, то есть, единственная сила, которая это может сделать, те же самые националисты, которые точно этого делать не будут. Потому что сейчас украинская власть полностью выполняет самые смелые из их мечт, на которых, по сути, они сами бы не ожидали. Поэтому с этой точки зрения угрозы не будет. А так реальная угроза лично господина Зеленскому, которую, я думаю, он сам хорошо понимает, это кураторы его, да, то есть, собственно, те, которые его подписались, те, с кем у него кровавый какой-нибудь пакт заключен, и я думаю, он, вот их условия он вполне себе честно исполняет, и до тех пор, пока он их исполняет, лично ему переживать не на чем. А на фундаментальном уровне эта война, ну, вот, в нынешнем режиме точно будет идти как минимум. Вот опять-таки здесь я нашему регулярному спикеру делаю пас Семену Уралову. Я согласен с его промежуточной оценкой, что как минимум до падения крупного областного центра. Да, то есть, по сути, до падения всего левобережья. Если в рисунке этой войны когда-нибудь достигнется будет точка, когда фронт рухнет, а русская армия займет левобережье, возможно, у нас что-то сменится, как минимум кураторы решат, что теперь точно пора менять эту кровать в этом заведении, да, то есть, что слишком большая угроза. Но до тех пор вот эта внутренняя система террора выстроенная, здесь, кстати, важный сегодня день, я не знаю, планировали вы об этом говорить, не планировали, я бы хотел это напомнить сегодня. Важно вспомнить Олесю Бузину, да, то есть, это вот пример человека, который искренне хотел не допустить всего этого, да, сегодня его день рождения, и вот это пример, той самой, можно сказать, упущенной надежды. Мы начинали с вами с разговоров о мире, да, то есть, где упущенная надежда о мир. Но вот то, что Бузина описывал в своих книгах, где он говорил о том, что я украинец и русский, для меня это неразрывные понятия, и они не противоречат друг другу. Мы с вами много раз говорили, что это, хоть я лично с такой трактовкой философски не очень сейчас согласен, но тем не менее такая конструкция была единственным шансом на мир. Да? Но вот то, что, опять-таки, его судьба закончилась так, как она закончилась, ну, земная, да, то есть небесная, как это Бог знает, она очень красноречива. И вот теперь вектор понятен. Мы, помните, упомянули мы вектор по Ирану, да, то вот то, что операции, огонь, то и здесь нам тоже вектор понятен. Нам тоже понятен, к сожалению, вектор, и нет такой сегодня силы, которая могла бы, но продуман распорядок действий, и неотвратим конец пути. Ну, подождите. Ну, я всегда с вами спорю не потому, что там да, я знаю. У меня такая функция спорить, а потому что все равно есть определенная камни, о которых спотыкаешься, когда идешь по усланной вами, ну, вот этой, ну, в общем, адженде, или, как сказать... По вектору, который вы задаете, да? Смотрите, два просто нюанса вот этой львовской истории и вот этой другой нашумевшей истории. Вот вы говорите, нет силы. Угу. Военные были вот этими зачинщиками, которые перевернули бусы, военные. И что-то подсказывает мне, что военные, которых тоже точно так же эти же товарищи, да, ну, бусифицировали, только, может быть, чуть-чуть раньше. Смотрите, все очень просто. Как раз по бусификации мы с вами много говорили, вспоминаем 17 век. Украинская армия существует на двух контурной системе. Лицари и свинопасы. Повторюсь, что есть лыцари, условно третья штурмовая, да, и прочие приветствующие солнышко люди, которым все можно, которые элита этой войны, войска беспилотных систем. И вот у них
Вот они до останнего все их устраивает. И есть свинопасы, задача которых сидеть в посадках под фабами в аналогах 17 века, разряжать на себя порох из пушек. И вот их мнение никого не волнует, пока у них, простите, гетьмана, если не будет, который будет их объединять там и куда-то куда вести. А такой человек, к нему очень быстро придут люди из разных организаций на 3 буквы внутри Украины, и он немножко перестанет дышать. И вы это сами прекрасно понимаете по всем этим историям, которые точно так же сейчас происходят в Украине. А стихийный низовой бунт этих военных, он, повторюсь, точно так же будет подавлен. Он будет подавлен вот этой так называемой элитой Ну, ВСУ. смотрите, складывается такая история, что у элиты и с ее структурой, вертикально интегрированной, вот этими всеми там ништяками управленческими, где они там все по иерархии, лыцари, Гешефтом. появляется очень интересный конкурент. Это конкурент полубандитской, криминальной, абсолютно разнузданной армии. Ситуация со Где вы 155-й ее видели? 155-й бригадой дает нам четко это понять. То есть жена Камбрига, Да. ее обидели какие-то 2 брата в селе, которые музыку слушали, на мопеде катались, они там сделали замечание, жена была послана, соответственно, дальше к ним пришли, говорит, извиняйтесь, те, говорит, пошли, вы не будем извиняться, ну и все, этих 2 нашли в лесу застреленными. 9 человек отправил этот комбриг на вот это задание. Да. Сам комбриг сбежал в СЗЧ. Это вообще уникальный случай. Это комбриг в СЗЧ, понимаете? Ну, его там поймали в Киеве с адвокатом. В общем, задержали, всех там задержали, все понятно. Но вопиющий случай, в соцсетях уже нашлись определенные вояки, которые сказал, да если б вот мою жену я бы тоже пошел бы, и все равно гражданский, не гражданский, я всех тоже перестрелял. То есть люди, которые имеют право. Этот пост там позывного «Гром» какого-то военного лайкает Залужный. Все понесли, что типа, ну ничего себе. То есть вот, как это все моральное. То есть, смотрите, есть моральная поддержка. Я это сравниваю с сериалом «Бригада». Саша Белый, который любили все. Вот это пчела, вот эти все космосы, все они вместе. Ну это же, ну подождите, а вот этот Вова Мент, это плохой, негативный персонаж. И вот, то есть, есть моральное подкрепление. Уровень нашей беседы. Да, хорошо продолжите. Нет, смотрите, есть моральная поддержка и подкрепление вот этому бесчинству, да, то есть это есть. А чего они хотят? А есть порядки полукриминальные. Всегда с выхолощенной системой белых воротничков, или не белых, неважно, всегда борется криминалитет. И наша армия стала, ну, как отражением общества украинского. Тут тебе есть, как бы, идеологически заряженное, а тут есть понятие, понимаете? И вот рано или поздно криминальный мир и некриминальный мир в украинской армии, они все-таки сойдутся воедино. Я думаю, они сойдутся в объятиях, и они найдут полное взаимопонимание, там, договорятся о долях. Вы же понимаете, что это как бы в этом гешефте, так сказать, у приветствующих солнышко нет никаких проблем с теми, кто крышует. Нам просто надо договориться о долях и правилах игры. Вы же возвращались о другом, да? То есть требования мира, возвращаемся все-таки к базовой логике, требуют образа будущего, ответственности, да? То есть просить, что военные собрались принимать ответственность за капитуляцию, даже вот в вашем гипотетическом сценарии, нет. Опять-таки, прочитайте все, так сказать, выступления от так называемых альтернативных политиков в Украине, от Залужного до Буданова, до всех остальных. Они кто-то там говорят о чем-то ином будущем, чем то, что я с вами обрисовал. Имеется бесконечная война с Россией, с их точки зрения, пока та не развалится. Абсолютно спор в деталях. То есть, а главное, мы много раз с вами говорили, даже в рамках этих протестов против ТСЦК, простите, вы где-то хоть видели хоть какую-то рефлексию в этой толпе, что, может быть, ТЦК это не как, знаете, как это не аберрация системы, а это плоть от плоти Украины. Как это любишь Украину, люби и ТЦК. Да? Нет? Вы ничего этого не слышите? Там в самый предел... слушайте, крики во Львове из-под палки «Слава ТЦК».
Только Так вот ровно так. Нет, все очень четко. Любишь Украину, люби ТЦК. А вот этот аргумент, что ТЦК хуже москалей, которым их пытаются присадить, нет, простите, не работает. Поэтому абсолютно нет. Я это без всякой шутки. Поймите, вот это очень надо понять нашим слушателям, если они еще остались у меня с этой несчастной земли, то вот как бы освободиться от рабство ТЦК не получится, сохранив Украину. Так что вам придется выбирать. Либо Украина плюс ТЦК, либо отсутствие ТЦК, но и отсутствие Украины. Вот как-то так. Вы представляете мир без Украины? Легко. С большую часть человеческой истории прекрасно был мир без Украины, да. А без России? Ну, тоже возможен. Он будет менее, скажем так, наполненный. Там, скорее всего, есть элемент ядерного пепла, но в теории тоже возможно. Да. А если мы вот попробуем... Хотя, давай так, это как аналитик. Да. Как верующий человеку, я, старец Филофей, сказал, что в Рима подоша четвертому не бываешь, так что я считаю, что этот сценарий так или иначе не состоится, но логически, разумеется, любой исторический субъект, то есть мы должны понимать, что большая часть исторических общностей, они вообще-то исчезли. То есть просто посмотрите на список исчезнувших племен, народов, государств, династий, царей. Поэтому если мы честны с самим собой, мы понимаем то, что если мера беззакония наши переисполнит чашу любой целостности, то исчезнем. Да. Вот это вот фундаментальный подход. Это часть подхода к анализу. Да. Я просто почему вам задаю этот вопрос? Недавно вышел товарищ Буданов, и, ну, это как бы я хочу с вами обсудить эту тему, а потом подведем итоги опроса. Очень много вопросов люди пишут. Пожалуйста, друзья, поставьте лайк, не забудьте. Очень интересно тоже с вами пообщаться, поэтому, ну, не только по этому поводу вообще. Буданов выходит и заряжает очень, мне кажется, важные вещи. Значит, я даже, с вашего позволения, простите, пожалуйста, я опираюсь тут на текст, не хочу сильно долго. Короче, он призвал, ой, господи, молиться за Зеленского. Значит, цитирую, «Все молятся за Украину, за президента, за просто Украину, за наш народ. В храме, который является крупнейшей православной святыней в мире, и именно здесь, в Украине, пока он стоит, и Украина будет стоять. Святые отцы молятся, все будет хорошо». Ну, послушайте, это все, еще раз говорю, это крупнейшая православная святыня. Она здесь, в Киеве. Она пережила, ей почти 1000 лет, и еще перезимуем, и нас переживет, и всех остальных. Украина — это богоизбранный народ. И среди славян он точно богоизбранный. Поэтому мы все стоим и будем стоять. Отсюда все пошло, все православие пошло к славянам именно отсюда. Никто этого изменить не может, как бы ни пытались. Простите, я сбиваюсь, это такой текст. Ну, то есть это текст, это то, что он говорил. Значит, понятно, что за Украину надо молиться, за Зеленского надо молиться. Про народ, конечно, не забыл. Что бы вы сказали насчет этого? Это вот продолжение той истории о том, что мы тут самые крутые славяне, а вы как бы все остальные нам завидуете, от нас произошли. И тема богоизбранности какая-то, ну очень она как-то конфликтно звучит в этой ситуации, в этом контексте. Нет, почему? Она все очень... Давайте так, просто по порядку разберем, раз уж вы принесли. Конечно, разумеется, в каждом из таких, скажем так, выступлений надо разбираться по тексту, и тут просто каждый тезис является ложью. Я не знаю, все, кто молится за Украину, все ли они в одной комнате с Булановым находились, наверное, в этот момент. Ну, кто? Пустые церкви Украины молятся, да, в которых нет монахов, да, то есть это просто для понимания. Святые отцы, чьи мощи проданы на торгах, и ни один из них, которых себя украинцем не называл, молится за Украину, да, этого ничего нет. То есть никто не молится ни за Украину, ни за его президента. Нет, разные протестантские, так сказать, объединения, может быть, но если говорить о православных церквях, нет. Дальше
чисто фактологически. Как бы я не ценил подвиг отцов печорских, да, но это не крупнейшая православная святыня. Если вас интересует крупнейший православный храм, он сейчас вообще-то в Румынии находится. Третий, там, потом храм Христа Спасителя идет, Святой Сава в Белграде, больше. То есть технически неверный тезис. Дальше, в чем можно согласиться, что Лавра переживет и этих, как говорится, вот именно, но и этих, да, то есть вот пытаться приписаться к традиции Святой Лавры, человеку с красными ниточками на руках и поклоннику Виолетты Фэншуй, это, конечно, тоже доставляет особый, так сказать, сатанинский цинизм. А базовый тезис очень простой, понимаете, это часть священной войны, идет священная война, и силам сатанинским силам, не случайно Зеленский как бы будет участвовать в параде, украинские части будут участвовать в параде во Франции, когда в этот бес масонской революции был выпущен окончательно наружу. Вот, собственно, с тем война-то она и идет. Но Лавра, святые отцы, скорее всего, его переживут. Киев затопят, если окончательно осквернение места будет допущено, как предупреждают. А вот Лавра должна остаться. Ну, по крайней мере, так писали святые отцы в пророчествах. Тут как бы, может быть, этого нам знать не дано. А так просто каждый тезис этого выступления является ложью. То есть, если вот мы можем идти по пунктам, ну, часть из которых я просто, простите, я не держу их всех в уме, но вот часть из того, то, что вы сказали, они просто являются ложью. Они являются попытками придать себе больше веса в глазах смотрящего, чем у них есть, но и попытка, вот, помните, в Откровении есть такая важная строчка «мерзость запустения на святом месте». Вот это, конечно, не мерзость запустения с большой буквы, это все-таки будет в Иерусалиме, но это вот мерзость запустения на святом месте с маленькой буквы, можно сказать так, прообраз, да, подобно тому, как те же французские революционеры в Нотр-Дам-де-Пари после его разграбления поставили статую богини разума вместо святого алтаря. Вот это действие из того же рода, движимое тем же духом абсолютно. И точно так же оно будет посрамлено, силой русского оружия в том числе. Ну, я думаю, то есть это если мы находимся в святой логике. Свято место поругаемо долго не бывает. А попытки объявить себя богоизбранным, тут еще можно спросить, каким богом, да? То есть если богиней Мавкой, то пожалуйста. Или каким-то рогатым, то тоже очень хорошо. Но во всех остальных, скажем так, контекстах нам все понятно. Ну, условно говоря, богом Коновальца, Шухевича, Бандеры и прочих, наверное, да. Но как это там же заканчивают они все очень определенным образом. Ну, вот это, конечно, тоже очень интересно, да. Да, и сегодня у меня был эфир, и периодически есть такие обсуждения вот эти. Ну, так в России ж там выборы. А в Украине? Не, в Украине нельзя, вы что? Получается, у нас есть Зеленский, который опять меняет там Кабмин, туда тасует все, который попал... Это Константину Бондаренко. Смысл, это я не знаю. Я не о том. Который там всех тасует, который там пытается. Но его мы не выбираем, его мы не ругаем, ибо нельзя, придут, нахлобучат, он какой-то там на Майдане чего-то через лавочку прыгал, мужик блок снимал возле... Все, пришли, СБУ, киберполиция, добрый вечер, там, да. Теперь как бы от них будет отделываться. Или кто-то, кому-то не нравится что-то из идеологии. То есть Зеленского... Слушайте, мы уже, я недаром вспомнил Олеся Бузину. Ну, простите, да, есть... раба Божьего Бузину. То есть вот что будет со всеми, кто на территории Украины будет пытаться что-то То есть говорить. Зеленского не ругаем, не выбираем, не обсуждаем в плохом свете, только хвалим и молимся за него. Да. Но проблема, и соглашаясь с тем, все, что вы сказали, тем не менее, главная проблема-то не в Зеленском. Проблема в том, что никакой реальной альтернативы по духу и по смыслу, который Зеленский в себе сейчас воплощает, нет. Я не знаю, может быть, для кого-то будет большое утешение, что теперь что-то дух будет воплощать Залужный, а не Зеленский, но с точки зрения историософии разницы никакой. Если движимые вот этим духом, о котором мы уже много всего сказали сегодня, итог будет такой же. К сожалению. Я не знаю, нужно ли делать отдельный дисклеймер, что это я говорю без радости всякой, но, к сожалению, если мы Понимаете, есть тоже такое, в Ветхом Завете есть очень четкое, скажем так, предупреждение, откуда идут многие беды для народа, да? И идут эти многие беды для народа, когда те, у кого долг предупреждать,
пока, ну, как бы сегодня сказать, заниматься прогнозированием и анализом в том числе, вместо правды говорят приятное. Мгм. Вот, и народ хочет, чтобы ему говорили... И второй тип греха, что если народ при этом еще хочет, чтобы ему Щас. говорили приятное. Москва сгорела Много целиком. будет, да. Крымский мост рухнул. Крым опустел весь, да, всех убили, а кого не убили, убили еще раз, вот это все. Беда в том, что народ хочет, чтобы ему, в кавычках, предсказывайте нам приятное. Вот пока он хочет, чтобы ему предсказывали приятное, а не правду, вот вы хорошо перечислили эти магические заклинания. Ну, в Анкаре сработали, да? Опять-таки, но для кого, да? Пока вы не поймете, что вот эти заклинания единственной своей целью служат, чтобы вы, не замечая того, несли свою кровь на алтарь вот этих языческих бесов, это будет продолжаться, к сожалению. К сожалению. Итоги опроса сегодняшнего. Значит, где главная угроза Зеленского? 14% Вашингтон, 20% Москва, 28% одноэтажная Украина, имеется в виду народ, да, которого все равно боится Зеленский. Ну и побеждает вариант 38%, это все-таки Лондон. Если что-то с Лондоном не так, то как бы это Ну, то есть у нас нет до конца понимания, где конкретно сидят эти люди. Но, я думаю, Вашингтон и Лондон можно суммировать, ну, вот в таком ключе, да. То есть, вот, примерно оно понятно. Про Москву тоже не согласен, потому что, опять-таки, если есть какой-то такой большой особенность российской власти, она очень рациональна. С рациональной точки зрения с господина Зеленского надо задувать пылинки. Есть вопросы по его окружению, там эффективные политики встречаются. А вот господин Зеленский, конечно, является очень ценным человеком на своем месте, который, помните, собственно, по Путину принадлежит эта фраза, а вдруг умный следующий, а вдруг следующий умный будет. Вот примерно такая. Ну, так тоже нельзя как бы самооблучаться этим нарративом. Ну, вот, смотрите. Нет, я вам объясняю их лучше. Шли, что почему от Москвы не будет. И пришли к чему? К тому, что очереди, долетает бог знает куда, операция «Паутина-2», которая там сегодня провалилась, да, то есть ФСБ там рассекретили, то есть и так далее, и так далее, и так далее. Этих всех проблем не было еще так это год же не от назад. Зеленского зависит, это же вообще не от Зеленского. Я думаю, все эти операции вообще, курируются людьми из агентства на 3 буквы, которые вообще не в Киеве находятся, да, а это та эскалация, на которую Москва пока считает избыточной. Поэтому это не про Зеленского, просто примитивно к вашему вопросу. Это не про Зеленского. Да, друзья, значит, переходим к вашим вопросам. Да, режим Блиц, вопросов много, постараемся все успеть. Еще раз, если какие-то вопросы где-то, и вы хотите быть с Павлом на связи, все ссылки на YouTube, Patreon, Telegram, закрытый Telegram в описании к этому видео, милости прошу. Поехали. Друзья, значит, начнем с клуба зрителей Шелеста. Здесь вот такие вопросы для вас. Марк, здравствуйте, Павел. Я со многим с вами согласен, и мне кажется, действительно нам нужно самоопределиться. Я одессит, 2 года в Германии, только недавно понял, что я не россиянин, не украинец, я русский. У меня была ситуация, когда мы тут жарили шашлыки с молдаванином и белорусом, и пристала к нам наша украинка. То до нас, то до них. Говорила, что если Беларусь не будет танцевать под украинскую песню, то ему плохо будет, ну и так далее. Но когда она ко мне пристала, кем ты будешь, я просто сказал, что я русский, и не поверите, она тотчас же отстала и пожелала удачи и больше к нам не приходила. Неужели эти рогули боятся тех, кто осознал, кем он является? Ложь всегда боится правда, если кратко. Да, то есть свет и во тьме светит, а тьма не овладевает им. То есть, если кратко, то тьма всегда боится вот этого, пусть даже одной искорки света, подобно звезде. Представьте, темное небо, да, и на нем там одна звезда светит, и все, и что вот в темноте с ней делать? Поэтому вообще современный мир, и здесь не только про русских на самом деле, все виртуальные идентичности, они все боятся правды. Условно говоря, в мире, там, допустим, людей, которые считают, что они другого пола, чем кто они считают, когда они встречают человека, который говорит самые простые вещи, такие последовательно, то очень сильно пропадает. Там 2 реакции. Либо уже конкретный всплеск агрессии, там уже, понятно, переход к классу, то есть такое осатанение, либо уход, если физическое действие не является возможным. И это... Вот это, знаете, вот эта простота, которая может срамить мудрых, вот пример такой истории. Для меня.
Светлана, добрый вечер. Александр, Павел. Вопрос Павлу. После взятия Двинска и Пскова в 18 году немцами в период наступления Германии на Советскую Социалистическую Республику Ленин писал: «Горький, обидный, тяжелый, необходимый, полезный, благодетельный урок. 3 вывода сделает сознательный, думающий, рабочий из этого исторического урока. Первое. О нашем отношении к защите Отечества и обороноспособности страны. Второе. Об условиях нашего столкновения с мировым империализмом. Третье. О правильной постановке вопроса о наших отношениях к международному социалистическому движению». Какие, на ваш взгляд, 3 вывода должен сделать сознательный, думающий гражданин России, исходя из текущей ситуации СВО на 5-й год? И какие 3 вывода должно бы сделать правительство России? Спасибо за ваше участие в эфирах Александра и ваши мысли. Ну, в принципе, это одни и те же выводы. Самый главный вывод, что договориться не получится. Да, то есть вот то, что как раньше оно не будет, а будет как всегда. Что мир недостижим без победы. Это второй промежуточный вывод. Поэтому вместо того, чтобы преследовать мир, придется преследовать победу. А третье, что коня готовят для битвы, но победа от Господа. И пока ты не вспомнишь, кто твой Бог, какого твое имя и зачем тебе нужна эта победа, то и победы у тебя не будет. Мгм. Так, хорошие выводы. Продолжаем. Алексей спрашивает Харитонов. Добрый день. Считаете ли вы, что решение еврогосударств выгонять сбежавших от войны украинцев назад на войну, на смерть, это обыкновенный геноцид? Ну, это часть. Да, опять, если вы... Господи помилуй. Понимаете, что с точки зрения нормальной Европы православные люди с украинских земель такие же русские. Поэтому это часть русского народа, которая под технологиями массовой одержимости убивает другую часть русского народа. Не-не-не, Поэтому часть... подождите, русских из Европы Я... не выгоняют. Ну Ну тонкий да. момент. Их выгнали заранее, их уже почти там не осталось. Да, подождите, хватает по Да ладно, Европам ага, россиян. хорошо. Ну, их не Ну, выгоняют. кстати, их не так много. Ну, давайте сравним численность. Я думаю, их сильно меньше. Честно, не знаю, не исследовал этот вопрос. Но базовый тезис о геноциде, просто он начался не сегодня, да, уж простите. 5 лет игнорировать вопрос в прямом смысле работорговли в стране, стремящейся, идущей европейским шляхом, это же не вчера началось, да? Если вы... То есть, если у Европы не было никаких проблем с ТЦК и никаких проблем с работорговлей украинскими мужчинами, то почему вы взяли, что у них будут проблемы с высылкой этих самых украинских мужчин? Да? То есть, здесь как раз Европа внутренне последовательна, просто для нее это удобно. Вы же тоже поймите, Европа будет циничной. Часть вот этих боевых холопов, которые ей полезны, она оставит у себя. Самые там производительные, продуктивные и прочих. А вот тех, кто не смог интегрироваться или слабые, тех, да, повыгоняют. Как биореактор должен работать, как говорит тот же Семен Уралов. Это правда. Евгений, как Павел оценивает статью Мельниченко в «Экономисте»? Подобная партия мира имеет шанс повлиять на курс России? На курс нет. Напомню, Мельниченко – это большой предприниматель-олигарх, его публикуют Economist. Не, статья в Economist. Вы думаете, что статья в Economist, который, простите, является рупором британских масонов и Ми-6, статья появляется просто так, это понятно, что это нормальная часть разведигры, когнитивной спецоперации по усилению активов партии мира внутри, с их точки зрения, России. Как это работает в логике нормальной Ми-6, точно ничем не отличается от логики господина Филатова в 2014-м. Обещайте им что угодно сейчас, а вешать мы их будем потом. Но поэтому влияние этой статьи оказалось очень слабым. Если краткий момент, вот этот тезис о том, что вот эта мечта о том, что договоримся, спасибо в том числе господину Трампу с Ираном, очень сложно. Да? То есть, если мы посмотрим на общее количество заявлений высшего российского русского руководства за последние недели, мы видим определенный вектор. Простите, когда у вас Песков говорит о войне, а не о мире, это уже какой-то радикальный показатель. Когда Лавров говорит о том, что все, дверь для переговоров захлопнулась, это тоже показатель. Вот это реальная вещь. Поздно. То есть, эффект этой операции был бы очень силен в 22-м. Прямо скажем. Это было бы прям очень сильное оружие. Сейчас сильно меньше. Но тут нужно понимать, с точки зрения хозяинов Economist,
опять-таки нормально, они идут по модели успеха. И с их точки зрения победить Россию на поле боя у них никогда не получалось. Но, например, получилось провести спецоперацию в феврале 17-го, потом в октябре 17-го, вторую спецоперацию, потом в 91 году тоже получилось спецоперацию. Ну, странно ожидать, что они не будут пробовать провести еще одну спецоперацию. В рамках этой спецоперации вот публиковать такие, скажем так, когнитивные атаки, когнитивные волны. Но, опять-таки, здесь у меня, конечно, широкий спектр источников самых разных позиций, но какого-то сдвига, знаете, что вот эта статья прибавила силы голосам партии мира, я не заметил. Да, в России крепнет раздражение, определенно это я замечаю, но это раздражение крепнет не в сторону мира, а в сторону «да добейте вы их уже». Вот это я чувствую изменение, скажем так, нарастание давления с этой точки зрения гораздо больше, а не с точки зрения того, что пишет господин Мельниченко. Угу. Так, сообщество YouTube, переходим сюда. Значит, Синяя Борода спрашивает: Павел, скажите, наблюдается апатия к режиму Зеленского от партнеров и поддержка увядает день ото дня. При этом режим Путина тоже рассыпется вот-вот. У вас вопрос: разгон этой риторики — это что? Благодарю, всем добра. Так, то есть это меня спрашивают именно про риторику, да? Да, Ну, да. смотрите, ну, это базовая биполярочка, которая с первых... Так, какой первый дней? Она уже там, по-моему, лет 10. Напоминаю, в рамках этой базовой доктрины медиа-нарратива Путин одновременно всемогущий интриган, который ответственен буквально за все нехорошее, что происходит в мире, но при этом это слабый политик, который от страха трясется внутри своего бункера. Вот как эти два тезиса должны соединяться в одной голове, я не знаю, но вот они последние, повторюсь, лет, по-моему, 15 существуют, и, как мы видим, уходить никуда не собирается. Да, то есть, это часть вот той же самой нарративной медиа-игры. Насчет поддержки господина Зеленского, ну, то есть, понимаете, это же... Вопрос опять не стратегии, а тактики, да, то есть, ну, где-то ресурсов, то есть, определенная эффективность, перевод на подножный корм, да, с точки зрения США классическая вьетнамизация, да, сами, нам все прибыли, а вам все убытки. Но вот пока мы видим, Европа все равно большую часть замещает, то есть на войну хватит. Возвращаясь к вопросу о геноциду, да, ресурсов на поддержание социальной инфраструктуры, пенсионеров, вообще, чтобы в Украине не было, например, эпидемий, голода, массовой дизентерии. Вот это все такими темпами зимой нам скорее предстоит. Ну, в условиях начавшейся инфраструктурной войны, да, мы понимаем, какая будет зима, если она не остановится, а причин останавливаться для нее нет. Ну, вот это да. Но это вот тот анекдот про Вовочку, который, простите, я рассказал в самом начале, да. Главное, чтобы было наоборот в каком-то смысле, понимаете, в садистском смысле, вот с точки зрения логики геноцида, так даже чем хуже гражданскому населению Украины, тем лучше Западу. Это, во-первых, народ из холодных квартир побежит на улицу, а его там ловить проще. К тому же ТЦК, знаете, не надо в дверь стучаться сами, так сказать. А во-вторых, банальная логика. Вот у тебя выбор: замерзай там условно в своей квартире сам, либо вот, пожалуйста, в армии хоть тепло и кормят. Это, ну, я не говорю, что это... Я говорю о том, что такая логика в рамках этой геноцидальной логики очень, так сказать, хорошо ложится. Я просто, понимаете, я тоже много раз, когда анализировал эти ситуации по поводу, что действительно, а где работать, да, а чему учиться? А тут тебе и деньги заплатят никакие хорошие, и вроде как ты родине служишь, и у тебя моральный есть какой-то, и всех погонят в армию. Но я постоянно, вот когда мы обсуждали вот эти middle страйки, вся вот это, вот смотрите, били, уничтожили там все, ну и что? Баллы. Да, заебалы, да, уничтожили, а потом так выходит советник сегодня и говорит: ой, теперь все, что на 100 километров от фронта, маломальские склады, грузовики, стоянки, что не все, АЗС, будет уничтожаться Россией. Готовьтесь, украинцы. И ты так сидишь и думаешь: а подождите, вот я украинец, да? Да, я не на территории Украины, а я вот прям сижу и готовлюсь. А как? Ну, то есть, это какой-то абсолютный переворот башки. Понимаете, к сожалению, иногда коллективная мудрость интернета оказывается лучше, чем все большие философские прогнозы. Есть уж, простите, такие знаменитые теоремы Тарана, которые я очень рекомендую ознакомиться украинской части аудитории. Вот одна из теорем Тарана звучит: все то, что украинец пожелает москалю, он получит в двойном объеме. Хотели мидл-страйки, получите мидл-страйки. Вот этот, как это, универсальный принцип работает
безотказно. Вот на протяжении этой войны. Понимаете, ну, вопрос в том, что руководство Украины, это в важный момент, это все устраивает, да, а население Украины пока еще, простите, причинно-следственные связи. Ну, кстати, я замечаю, не знаю, может быть, вы мне здесь лучше даже подскажете, я все-таки не все украинские чаты читаю, мягко говоря, так очень выборочно, но, судя по реакции под некоторым заявлением, какие-то зачатки причинно-следственных связей появляются. Нет, ну, подождите. Украинский народ, я имею в виду народ, да, он очень, ну, во-первых, он такой же смекалистый, а может даже и смекалистей некоторых других соседних братских условно народов. Во-вторых, очень мудрый народ, очень думающий народ, поэтому там реакции, прости, будь здоров, Павел, на вот эти все... Нет, особенно когда Зеленский потужничает, так вообще... Они специально начинают покупать бангладешцев, индейцев, чтобы нагонять реакции под чаты. Да. Даже так, да. Эту часть я не знал. Я знаю то, что бангладешцы, индусы сейчас заезжают, и пакистанцы заезжают на Львивщину. И вот как это, история полна иронии, да, то, что как это «пометай, чужинец, что тут господарь украинец», звучит прям очень хорошо на фоне этой истории. Нет, я говорил о том, то, что просто каждый раз, когда радуетесь успешному middle strike операции «Паутины», потом вот стоит помнить, что закончится этим тем, что 100 километров превратятся в 400, и в Киев, да, то есть, как бы, который и в горящий Киев. То, что между двумя этими событиями, то есть, между вашей радостью от, условно, ударов по Крымскому мосту и разрушенными электростанциями, есть прямая причинно-следственная связь. Вот, с моей точки зрения, в 2022 году такой связи была на уровне нуля, но в этом году я по некоторым чатам какие-то зачатки стал замечать. Так что, может быть, кто знает, что будет через несколько лет. Угу. Так, продолжаем. Павел, происходит ли сейчас виток спирали истории, на котором некоторые так называемые удельные княжества бывшего СССР по аналогии с 13 веком будут объединяться против глобалистского ига? Олег спрашивает. Добровольно нет, а историосовски, видимо, да. Ну, то есть в том смысле, что историосовский закон именно как прапорщика. Не хочешь — научим, не можешь — заставим, да? То есть, или, как говорил философ Соловьев, не важно, что народ думает сам о себе, важно, что о нем думает Бог. Вот примерно в рамках той же логики. То есть, это важно понимать. Почему? Потому что если вы посмотрите на элиты наших советских удельных княжеств, то никто из них объединяться не хочет. Вон у нас, наоборот, Азербайджан сегодня выступил, так сказать, на все, да, то есть на все выступил, что вот никаких территориальных претензий, в общем, вперед Украина. То есть верной дорогой идете, товарищи. Ну, если что, и конференция в Шуше была, и прочее, про деколонизацию России и прочие интересные истории, да. Поэтому добровольно нет. Но историосовски эта логика неумолима. То есть тут же вопрос не в том, что будет или не будет, вопрос, кто окажется достойным это исполнить, да, и какой ценой. То есть сколько потребуется крови, чтобы переменился ум, чтобы пришло покаяние. Этого мы не знаем. А тогда? Так, заглянул в чат, сейчас будем к чату переходить, еще пару вопросов из сообщества. Шелест, какой ты мерзкий, хвалишь тут украинцев. Так, товарищи, открываем сайт Кремля, руководящий состав, изучаем биографии, места рождения и можно даже фамилии, если вы об этом, да, и открывайте, пожалуйста, украинский состав семьи с Зеленским, Миндичем, Ермаком и прочими ихними ставленниками, и смотрим тоже там национальное происхождение, поэтому спокойно, не надо тут, но, в общем, это к тому, что я просто читаю тоже чат, так мне смешно иногда от этого. Так, значит, пару из сообщества и идем в чат. Есть вероятность, что Украина с Польшей придут к консенсусу в вопросе Волыни, найдя виновника в Москале и Кремлевской Кэбне, спрашивает Петр. Если бы могли, то пришли бы раньше. Нет. По этому вопросу они никогда не придут. Ну, и Бандера тут как бы... Опять, вот эта религиозная логика полностью работает. Это несочетаемые вещи. Евгений, гегемон, конечно, будет долго падать и придавит собой многих. Лучше с ним дружить или противостоять сейчас? Лучше быть самим собой.
Ну, то есть вы должны сами выносить определения, вы сами должны понимать свои цели и задачи, уже относительно их принимать те решения, уместные в моменте. Ну, во-первых, падение гегемона будет посильнее, сразу скажу, сильно преувеличено. А на фоне падения глобального юга и Европы, это такое падение, всем бы такое падение. США как были, вышли, ну, будет не сверхдержава, но великая держава, топ-3 держав, как минимум. Поэтому за убытки США, за ошибки США в основном заплатят союзники США. Тут мы вспоминаем великую фразу, то, что крайне опасно быть врагом США, но еще не дай бог вам Бог быть ее другом. Да? То есть это вот эта знаменитая история, вот здесь становится очень уместным. Как это выглядит, причем, заметьте, с еще вот этим красивым, даже, извините, наглостью определенной, ну вот издевательством, которое очень сложно переводить на другие языки. Ну, давайте приведем пример. Это знаменитая история про так называемые лицензии на эти патриоты. Это тоже по принципу... Это уже, простите, американская традиция дипломатии, как послать на 3 буквы и как бы неаве, да? По лицензии. При этом ничего не сказать. Я просто чтобы вы понимали по контексту, это очень сложное производство. Если его, простите, оригинальные нарастить не успели и не смогли. Если в Германии за эти 4 года там, первая ракета, дай бог, первая там сойдет в следующем году, то вы можете понять, что сказать, что я вам дам в Ребеду на каких-то в условиях постоянной бомбежки и отсутствующего ПВО, да, производить эти ракеты в Украине точно. Я прям вижу, как они колосятся. Но с медийной точки зрения, вот Трамп, как и ракеты, я вам, как это... Простите, помните эту историю тоже? «Пираты Карибского моря», вторая, по-моему, часть. У меня есть... Я добыл, то есть я не зря это сходил. Что, ты нашел ключ? Лучше рисунок ключа. Вот это примерно так. У меня есть ракеты... У меня оно есть. Что, ракеты? Нет. Чертеж ракеты. Константин Петрович Да, я Бондаренко. молчу вообще. Простите, важный момент, просто чтобы вы понимали тоже про реальные даже перспектив, почему чертежей не будет. Вы серьезно думаете, что США передадут чертеж таким образом, что есть высокая вероятность, что этот чертеж потом окажется у Ирана, у Северной Кореи и прочих за мзду малую? Давайте прямо говорить. Нет, это понятно, конечно. Это мы видели еще и с Абрамсами, с этими леопардами, которые вообще как бы из другой... Ну и еще все так и тянет спросить, как там завод по сборке байрактаров поживает? Так, Константин Петрович Бондаренко в крайнем эфире у Шелеста утверждал, что в Кремле прекрасно осознают концепцию России в современном мире как «Москва, Третий Рим». Удивительно, но действия, вернее бездействие руководства России свидетельствуют об обратном. Павел Александрович поддержит тезис Бондаренко или есть свое мнение? Я думаю, что часть Кремля это понимает, часть нет. Ну, условно, традиция господина Щедровицкого точно не мыслит в таких категориях. А она является достаточно весомой, скажем так, частью аппарата внутри, так сказать, до сих пор российской администрации, именно российской. Но, разумеется, та часть условно, можно назвать их условно историками, да, то есть все те, кто в Кремле, ну, часть российской элиты, которая мыслит себя неразрывно с общей историей России, разумеется, другой концепции-то нет, понимаете, вот... Россия, Третий Рим – это вот тот пример, как в анекдоте, простите, из автомата Калашникова. Это когда как ты не собирай, все равно получается автомат Калашникова. Вот с Россией то же самое. Неважно, будет она империей, даже, прости господи, в перевернутом варианте под западной заразой марксизма, принесенного с лондонского кладбища, германской закваски, да все равно будет играть роль вот этого препятствия этого глобального глобализма, как получилось в 41-45, все равно будет пытаться дать какой-то альтернативный путь, все равно будет пытаться показать иную возможность бытия, иной этики. И сегодня Российская Федерация без намерений, на мой взгляд, на то российской элиты все равно вынуждена, не вынуждена будет идти в колее Третьего Рима. В тот момент, если от этого пути будет отказ, тогда мы увидим, ну, то же самое, что вы спрашивали, возможно ли гибель, возможен ли мир без России. Ну, если Россия от Третьего Рима искренне полностью отречется, то тогда и потеряет ту землю, которая получила под эту, скажем так, служение. Так, переходим... Земля, она, понимаете, как, извините, важна такая мысль. Земля, она же, как в средние века, да, земля же давалась за службу, да, ну, то есть ты служил там государю, тебе за это земля давалась. Вот народу земля в истории тоже дается за службу определенную. Когда служба прекращается, тогда и земля пропадается и заселяется народом, которого ты не знал, будет жить здесь. Дочерей твоих возьмет он наложницы, сынов твоих он того самого, и будут они воевать за него. И вот те богатства, которые ты собирал, возьмет другой.
Это, по-моему, второзаконие. Вот этот закон точно так же, опять-таки, смотря на индийский Львив, по-моему, очень Да, можно показательно. призадуматься. Чат Да. трансляции, перейдем сюда. Вадим Харченко, Зеленский сказал, что операция на 40 дней. Петр Павел говорит, есть у Украины 2 месяца. Многие воюют про осень. Что, по мнению Павла, будет через 2-3 месяца? Что будет Ничего. в зимней кампании? И то же самое. То же самое. То есть смысл в том, что у нас, помните, были 6 месяцев решительности, год решительности. То есть эти все даты, они... Каждый раз, когда я объявляю новый временной срок, западная и украинская медийка забывает про все предыдущие. Поэтому через 40 дней будет еще 100 дней движения к миру. Я не знаю. Не переживайте, что-нибудь придумают. А так, то есть зима традиционно будет более сложным периодом, особенно с отсутствующим ПВО, да. И, мы увидим, возможно, нарастание тех тенденций. То есть, важный комментарий. Папки, как я говорю, мне не носят. Мы не знаем, когда прорвет плотину украинского фронта. То есть, рано или поздно в рамках стратегии российского генштаба фронт должно прорвать. Но сказать, что вот его должно прорвать через 2 месяца, я не берусь. Я думаю, эти 2 месяца часть медийной кампании, они под российские выборы. То есть, смысл в том, что создать вот это ощущение ажиотажа, истерии, потом... такой план. У них такой план. Но, говорю, план провалится, будет следующий план. Не переживайте, будут следующие. Так, поехали. Паллада, пользовательница. Зеленский разместил пантеон в Лавре. Будет этой лаврой отторгнуто это и как? Каким образом? Говорю, вот я во время эфира говорил, забыл, простите, какой именно, но один из святых отцов украинских говорил, что наступит время, когда Лавра станет, по сути, мерзостью запустения, и смысл был в том, что Киев смыть должно. Примерно так. Как это будет, не знаю. Но что-то подобного рода. Что вы слышите? Как я уже говорил в других эфирах, разумеется, не может у русского человека быть мира с целостностью, которая на месте пещер отцов Печерских ставит пантеон упырей. В буквальном смысле этого слова. Опять-таки, это не оценочное суждение. Можете почитать книгу канадского историка, Химки. Казалось бы, украинского происхождения, вообще не промосковский, про участие, так сказать, организации ООН-УПА в Холокосте и прочих. Конкретная хроника, что ребята делали на территории, так сказать, что вы слышали про слияние Пентагона и Израиля? Трамп служит Израилю, спрашивает Елена. Я не думаю, что это будет правильно, так сказать, но я думаю, что Израиль является одним из операторов дрона под названием Трамп. То есть, понимаете, помните такой тоже мультфильм про Буратино? На дурака не нужен нож, ему немного подпоешь, ему недорого соврешь и делай с ним что хочешь. Израиль очень хорошо поколениями, в том числе через семейную эту историю зятька, научился управлять господином Трампом в основном через его тщеславие. Поэтому сказать, что Трамп служит Израилю, нет, Трамп служит самому себе. И тем козлам и золотым тельцам, которые стоят в его офисе, это, опять-таки, не секрет Полишинеля. Но сказать, что... Но при этом Израиль, разумеется, очень хорошо умеет к своей выгоде использовать пороки этого человека. Значит, конечно, я вижу здесь обсуждение, друзья, идет это все... Грэма этого, да, там склад с оружием, с деньгами сгорела, тут такая история, кто-то говорит. Нет, это, говорю, пошло. Говорю, понимаете, люди часто... Это хороший повод вспомнить про ответственность, да? Сейчас господин Грэм находится на суде. Судьей, с которым взятку не занесешь, и от которого Донни не отмажет. Поэтому то, что часто думают, что человек, очень многие, в том числе в Иране, считают, что на его руках, правда, очень много крови, и с их точки зрения он не понес земной ответственности. Это я знаю, в Иране такая, в том числе, позиция есть. Но с православной точки зрения, человек сейчас на таком суде отвечает, то, что человек не ответственный перед нами, не значит, что он не ответственен. Так что все там происходит. Поэтому для нас это лишний повод просто задуматься про эту смертность, да. То есть, как мы смотрим, то, что можно утром действительно держать в руках, простите, украинский писюн,
Да. Извините, подпись с официальных ваших каналов. А уже вечером отвечать перед создателем, как прожил жизнь. Хорошо, если Поэтому... в руках. Вопрос Щелину. Почему в СССР церквей было Не меньше? я это сказал. Да, почему в СССР церквей было меньше, а люди были добрее, лица светлее, улыбчивее, врачи и учителя человечнее? Ну, мы с вами это говорили, я не согласен. То есть у нас такой вопрос, по-моему, был ровно полгода назад. Я не считаю то, что вот это люди были добрее, светлее, человечнее. Так оно не бывает. Это по принципу, как это раньше деревья были большие, да? Я не знаю, какой возраст нашего человека и какой его опыт. Люди как люди. То есть отсутствие церквей точно на пользу не пошло, и даже мы четко можем видеть от поколения к поколению, да? Те, условно, даже большевики, которые по молодости еще бывали в семинарии, как ни крути, даже покинув ее и совершив свои, скажем так, тоже отвечаю уже теперь за то, что они совершили, но хотя бы были ребятами искренне верующими в то, что они творят, да, и готовы были за это погибать и умирать. А уже к 70-м, то как точно такое же начали строить общество потребления, как и на Западе. Драки за румынскую стенку, очередь, Америка на бой, уеду с тобой. Ну, а для элиты мечта о конвергенции и презрительное отношение к той стране. Mm-hmm. Да, то есть наступили ровно на те же грабли, что были. Поэтому нет, тут не надо этим заниматься идеализацией, как раз именно отсутствие Христа на достойном месте, ну, которое не могло быть в рамках коммунистической идеологии, привело к тому, что вот этот как бы дух народный, который был, которым многие достижения были сделаны, иссяк. Он действительно иссяк, мы это видим очень четко и по элитам, и по многим общественным процессам, и цена за это мы разгребаем до сих пор. Ведущие профессоры США у Глена Диксона утверждают, что Америка – умирающая империя. Вы согласны с этим утверждением, спрашивает пользователь? Ну, это более длинная беседа. Я бы сказал, тут нужно брать конкретный эфир, смотреть, что профессор имеет в виду. Можно согласиться с тезисом, что Америка угасающая сверхдержава. Но, например, насколько тезис вообще Америка империя, это очень спорная история. То есть для меня вообще Америка находится в стадии как раз возможного перехода из республиканской фазы в неоимперскую, да, и на этой фазе там происходит гражданская война, да, то есть это, ну, период гражданских войн, период смут, то есть это, смотрите историю Римской республики, эпохи там Цезаря, Октавиана и прочих товарищей, Мария, Суллы и прочих людей. Поэтому я бы просто выразил нейтральный тезис, ну, более такой, на мой взгляд, сущностный к этому вопросу, что Америка – это угасающая сверхдержава. Вот то, что Америка сейчас перестает быть сверхдержавой, возвращается на уровень великой державы, с этим, в принципе, спорить сложно. Маргарита уточняет, говорит, я не поняла, почему не может быть Украины в принципе, без ТЦК. Не могли бы вы привести аргументы своему этому тезису? Спасибо большое. Ну, пожалуйста, потому что, как говорил господин Шухевич, по-моему, то, что если из 20 миллионов украинцев останется 10, то это замечательно. Главное, чтобы была Украина. Дух такой. А по-простому яхта беда. Помните, как яхту назовете, так ее и поплывете. Читайте классиков украинского национализма. Читайте классиков украинского национализма и как они видят мир, как они видят вообще себя, как они видят украинство. Вы можете понять, что в их картине мира, опять-таки, положить вот на алтарь вот этой богини Украины, да, Украина понад усе, понад всех жизней в том числе, понад всех ваших вот этих маленьких человеческих трагедий. Поэтому, если это нужно для Украины, то, соответственно, АТЦК – это самый, наверное, эффективный, уж извините, я не побоюсь этого слова, механизм доставки крови на жертвенный алтарь. Поэтому вот Украина без ТЦК невозможно сейчас. Вопрос. Люблю такие вопросы, особенно в порядке размышлений. Это очень важно. Что такого плохого будет для России, если она признает поражение в СВО? Не будет же Запад рушить соперника Китая? Отступить будет. И набираться сил будет? Ну, первое, врать плохо, поэтому пока поражение... Зачем признавать поражение, когда ты побеждаешь? Поэтому это первое. Не советую вам делать ложь. А второе, планы Запада однозначно. Форум деколонизованной России. Да? Планы Запада точные. Называется стратегическое поражение России с целью ее деколонизации. И я это приводил. Очень просто понять, будущее России с точки зрения Запада – это будущее Югославии.
Вот чтобы понять то будущее, которое ей готовят, проедьте от Хорватии через Боснию и Герцеговину в Белградик и в Косово. И посмотрите на дух, посмотрите на вот это бедное положение народа, ну, с памятью, с поруганными святынями. Посмотрите на судьбу церквей в Косово. Посмотрите на то, как они при этом вынуждены улыбаться этим людям, которые бомбили их. И, ну, скажем так, вся история балканских войн, да, людей униженных, людей, которых назначили виновных за все преступления сразу. То есть все преступления против сербов – это ок, а все преступления сербов – это страшная вина, за которую сербы должны каяться, а при этом сербы еще должны благодарить, потому что иначе европейский шлях закроется. Вот примерно такое будущее Запад как конечную цель своей позиции для России видит. Только и всего. Если вы русский либерал, здесь уместно цитировать Достоевского, да, то, что русский либерал, вот рекомендую из «Идиота», то, что он в том-то и дело, его проблема не русский он. И он радуется любой неудаче и ненавидит все, собственно, русское, да, поэтому вот это отличие русского либерала от нерусского, то, наверное, да, для вас никаких проблем нет. А так? Так, значит, вот такой вопрос был. Улетел вопрос, спрашивала пользовательница про интервью Латыниной и Панченко. Обе. Еще не посмотрел, извините. Я знаю, мне про него сегодня рассказали, я его, к сожалению, еще не посмотрел. Поэтому... Ну, имеется в виду, что там... Я понимаю, там я тоже не смотрел, я честно признаюсь, да, но там канва вопросов в том, что как вы считаете, кого из них отвергнутых Родина быстрее примет назад? Ну, опять сложно отвечать, не посмотрев контекст, сразу скажу. Но, на мой взгляд, родина Дианы... Точно, да простите меня, Диана, на мой взгляд, Диана такой же русский человек, то, что она малорос, при этом это ни в коей мере нет того факта, что русский человек, и Россия как бы этих людей отвергать не собирается. Да и даже сама госпожа Латынина, ее родина, у нее есть... Ну, мне просто неудобно, я этих людей знаю лично, но если вы просто посмотрите на эволюцию эфиров, то к достоинству госпожи Латыниной не надо отдать должное, что она способна менять свое мировоззрение, признавать свои ошибки, то есть человек меняется, посмотрим, куда оно приведет. То, что человек осознал себя после 30 лет либерализма имперцем, это вообще очень большая перемена ума. Поэтому давайте не будем смеяться над этим процессом. Точно, если это был посыл. Я просто не до конца понял вопрос, поэтому... Мне кажется, тут было все прозаичнее. Имелось в виду, что типа вернется назад. Ну, как, в общем, так. В таком духе. Ну, я думаю, то, что если наступит такая обстановка, то, что не будет угрозы для безопасности, а это все требует... Весь принцип. На Руси надо жить долго. Понимаете? Вот тут вот для всех нас, я думаю, кстати, и для меня, и для вас, Александр, и для Дианы, и для Юлии, вот для нас все вот принцип на Руси надо жить долго, это очень важно. И для Константина, уважаемого, тоже для всех нас. Поэтому поживем пока еще. С Божьей помощью. Так, что думает Павел про Стрелкова-Гиркина? Ну... Это очень такая, я думаю, это очень харизматичная русская трагедия. То есть это очень трагедийная история. Такая литературная причем, да. Прям, да, очень литературная. Да. То есть сюжет для будущего романа. То есть вот в широком смысле. Здравствуйте. Есть мнение, что с осени откроется новый фронт. Может Беларусь, или может к осени все закончится. Как вы считаете? Спрашивает пользователь. Ну, как вы я думаю, вы не удивитесь, если я вам скажу, что я считаю, что ничего не закончится, все только начинается. А новый фронт тут вот... гадать невозможно. Понятно, что рано или поздно откроется. У нас как минимум 3 точки есть потенциально опасные. Ну, не то, что потенциально опасные, где рано или поздно туда это придет. Прибалтика, Беларусь и Кавказ. Но мы смотрим, опять-таки, разворачивающий... О каком Кавказе речь? Ну, Закавказье. То есть, там Алиев, фактор Ирана, опять, да, фактор сотрудничества. То есть, там вот закладывается очень пазл, плюс, работа турецкой разведки через британскую разведку. Но это часть, опять...
Ничего не выдумывайте, читайте документы. Вот как ребята видят будущее. Поэтому как то, что готовится, как потенциальный так называемый Южный фронт. С точки зрения России, российская военная стратегия сейчас делает все возможное для того, чтобы избежать одновременной войны на нескольких фронтах. Да? Поэтому выбор по открытию этих фронтов, на мой взгляд, точно не будет инициирован Россией. А папочки западные генштабы мне не приносят с часом чая днем Д. Да? Поэтому вот такой оценка. То есть здесь гадать на срок я не могу, как стратегический вектор скорее согласен. Да. Александр, спросите, пожалуйста, у Павла, может ли быть повторная мобилизация в России? Ну, конечно, рано или поздно может. Сейчас маловероятно. В принципе, возможно. То есть, если пройдет еще там лет 5-10, кто знает. Я вам точно скажу, если начнется война с Европой, полноценная, с обменом ядерных ударов, то будет и мобилизация. Ну, банально фронт увеличится, и придется, скажем так, занимать дополнительные территории. Как минимум, да, то есть, да, возможно. Но поэтому вопрос вообще возможно. Если конкретно вот возможно ли она прямо вот сейчас в скором времени, это тоже популярный жанр, да, в украинском сегменте гадать на мобилизацию, то если конфликт сохраняет свой рисунок в том виде, в котором она есть сейчас, текущая модель комплектования армии со стороны российского руководства по всем их официальным заявлениям оценивается как оптимальная. Я не вижу предпосылок для перемены с сохранением текущего рисунка. Если рисунок радикально изменится, вот, например, как в предыдущем вопросе было, да, то тогда возможно. Угу. Вопрос, Павел. Есть ли кто-то вменяемый в так называемой элите России? Если можете, назовите фамилию, на кого внимание обратить, ориентироваться? Не скажу. Не надейтесь на князя, на сны человеческие. В них же не к спасению. Вот что я вам скажу. А за власть просто полите, чтобы те, кто невменяемый, пришел во вменяемость. Я вам и скажу из того. То есть, два принципиальных тезиса. Каждый народ имеет ту власть, которую заслуживает, поэтому лучший способ изменить власть – измениться самому. То есть, это личная твоя духовная брань. А во-вторых, все-таки смотрите, если бы там были в кавычках все невменяемые, то все бы давно развалилось. Тоже, знаете, это вот... Русский человек, конечно, очень максималистичен, да? Либо все, либо да. Ничего. А у нас оно вот... Приподнявшись, ползешь там или лежишь в правильном направлении. Вот примерно такая обстановка. То есть 2 шага вперед, шаг назад. Дебаты идут сложно. Точно так же, как нам с вами, уважаемые зрители, сложно меняться и принимать правду, и им сложно. Очень сложно принять российской элите, например, факт, что с Западом договориться невозможно, что они недоговороспособные. Простите, вся мечта – это десятилетие, скажем так, искреннего мечты и воспитания, там, начиная повторюсь, там, со школы Андропова. И вот вы все это выкиньте. То есть это же поверить надо, это очень сложно принять. Поэтому, но тут вот, повторюсь, в русской истории главный ответ, понимаете, враг не предает. Угу. Враг не предает. Враг не предает, так, да, это, кстати, да, это прям такая мысль. Мыслище, враг не предаст тебя, да. Значит, если выиграет Ле Пен и АфД в Европе, это ни на что не повлияет, спрашивает пользователь. Я не думаю, что им дадут выиграть так, чтобы... Я не думаю, что эти партии допустят до решений, то есть до приема решений. А в том случае, если они допустят к этим решениям, значит, им придется измениться. То есть из них будут выгнаны все те, которые сторонники реальных перемен, да, и будут они, по сути, интегрированы в общий вот этот европейский дискурс. Подобно тому, что произошло с Трампом на его 2-м сроке. Поэтому я бы на это надежду не возлагал. То есть тоже так же, например, с господином Фараджем в Великобритании, да, то есть кажется, то есть цель канализировать протестный запрос, но в случае попадания, скажем так, в реальные кабинеты власти принесут папочки, все объяснят, и вот как бы... Либо правильно посчитают, да, то есть румынские выборы. То есть 2 варианта. Либо румынские выборы, либо чтобы ты в процессе прихода к власти слился с предыдущим вот такой брюссельским духом до неотличимости. Ну, может, с эстетическим различием. То есть можно себе позволить эстетические различия. Ну, например, Мелони. Что вспоминать? Вот тоже был как бы альтернативный кандидат. И что? Ну, иногда что-то выступает, но в целом
под Да, козырек да, и да, работает. да, да. Тоже такие вопросы много приходит подобных, когда наши с вами эфиры припадают. Вот такой. Но я считаю, прям интересно послушать ваше мнение. Байку под названием «Христианство» написали чуваки из Ватикана в 8 веке. А кто написал байку под названием «Иудаизм» и байку под названием «Шиизм»? Не те ли же чуваки? Ох, помилуй вас, Господи, вот честное слово, вот что тут сказать. Ну, это несерьезный вопрос. Ну, нет, понимаете, это версия из того же, как нам с вами Фоменко обсуждать. Вот была такая популярная Фоменко Носовский, да? Мгм. То есть я ничего не хочу говорить вам, уважаемый слушатель, как это... Продолжайте поиск. Если вас действительно волнует правда истина, то я уверен, рано или поздно вы до нее дойдете. Возможен ли захват Крыма Турцией? И второй вопрос, что, по-вашему, будет в сегодняшнем обращении Трампа к нации? Сегодня он там Не обращается знаю. к нации и, в общем, да. Господин Трамп, ну, какой он великолепный, точно будет. Там точно будет, какой великий Трамп, как он всех победил. Или если не победил, то вот сейчас победит. Ну, круто, ну, не знаю. Ну, у нас уже много раз это было. Гадать на Твиттере Трампа и обращение Трампа можно только если ты сидишь с ним в одной комнате и акции. Тебе важно вовремя покупить или продать, да, на рынке. Я не принадлежу к этим людям. Ну, уж извините. А на первый ваш вопрос про Турцию. У Турции одна из амбиций Турции, конечно, такая есть, но я не вижу этого сценария реализации без победы Европы в войне против России. Только под такой шумок какие-то шансы появляются. Смотрите, приходит новость вот только что. CNN, представитель Белого дома, сообщил, что Дональд Трамп поддержит законопроект о санкциях против России, разработанный Грэмом. Грэмом. Лидер республиканского большинства Джон Тьюн в Сенате сказал, что Белый дом тесно сотрудничал с Грэмом по этому вопросу. Потребуется действие как демократов, так и республиканцев, но я надеюсь, мы сможем добиться этого. Ну и, в общем, этот пакет санкций, это было последнее, что заботило Грэма при жизни, поэтому, безусловно, стало бы невероятным наследием для него. Ну, то ли как бы он в эфире CNN... Ну, смотрите, там пакет же такой, там же этот пакет, там правильная формулировка, что он наделяет американскую администрацию возможностью вводить эти санкции без одобрения Конгресса. Ну, то есть, типа торговаться с русскими. Но, на мое мнение, то, что понятно, что все, что надо, введет. Но при этом без убытка для себя. То есть, у нас там, где надо санкции, там, где надо, будет пытаться приторговывать. Но стратегический вектор, это, опять-таки, иллюзия Трампа-миротворца закончилась. Слава богу, судя по всему, она начала заканчиваться даже в Российском Министерстве иностранных дел. И даже, прости господи, Кирилл Дмитриев, заметьте, молчит последний месяц. Слава богу. То есть, мудрость начала доходить, видимо. Поэтому хотел бы Трамп достичь мира, ему достаточно было бы реально способствовать миру, сделать два простых там условно действия. Позвонить своему другу Илону и выключить Starlink. Вот это для достижения мира сделало бы на порядок больше, да, и поставку разведданных для тех самых middle страйков и deep страйков, которые находятся. А поскольку мы видим, что ничего это за время войны не произошло, а напротив Трамп за победу Украины, по сути, ну, то есть просто это должна быть победа Трампа, и чтобы Трампу это ничего не стоило. То есть у него была одна фундаментальная претензия. Он не хотел денег давать на Украину. Ну, и он лично, Зеленский выражает у него лично большую антипатию. Это правда. Ну, мою оценку, вы знаете, слишком уж похожи друг на друга. Поэтому вот как это схожести отталкиваются. Вот. А по всем остальном ничего нового. Ну, то есть тут ничего нового. И наоборот, чем больше таких пакетов, тем выше частота понимания в российском руководстве. Так что это к вопросу другого слушателя и про врага, который не предает. Ну и давайте последний вопрос на сегодняшний эфир. Очень так легко. Это мы хорошо. Так мы так с вами прям... И правда, и аудитория, спасибо вам большое, в основном вменяемая, адекватная, хоть и критическая, и разная. Спасибо вам большое. Не забудьте лайк поставить, друзья. Павел, Поставьте лайк Александру. Да, Павел, рано или поздно Россия выйдет на границы Донбасса. А что потом будет? Остановка по линии фронта будет приемлемой потом? Или будет пересмотр полной стратегии и условий? Стратегии-то не будет. Скорее будет,
Стратегия не меняется. Поймите, стратегия России – обеспечение безопасности на западном фронтире. Обеспечение безопасности. Просто раньше они думали, что для обеспечения этой безопасности достаточно подписать правильный договор, ну, пусть и с элементами силового принуждения, пресловутый Стамбул, первая редакция. С 22 года окончательно закреплена в 24 году в Июньской речи, требования изменились в Стамбул плюс, да, то есть вот, 4 региона плюс политика, военные требования Стамбула. После выхода на Донбасс остается задача выхода на границы Запорожской и Херсонских областей, плюс уже объявлено создание буферной зоны. Я уже сказал то, что я в принципе согласен с господином Ураловым, речь идет о территории Новороссии, то есть это левобережье плюс Николаев с Одессой. И скорее всего просто по мере исполнения одной военной задачи, да, то есть следующее предложение будет хуже. Скорее всего, в случае выхода на, по мере исполнения вот этой военной цели, будут озвучены официально новые требования. Но, опять-таки, подготовку к этому мы можем видеть уже сейчас по весьма официальным заявлениям высшего российского руководства. Опять-таки, тезис о буферной зоне теперь озвучен серьезно именно с точки зрения, официально, по сути, заявлено, то, что куда российские войска дойдут, те территории русскими и останутся. Это и вот смотрите, следующее. очень, очень же важно, чтобы мы не попадали в эту ловушку. Нам очень часто говорят, да, смотрите, сейчас будут год брать Краматорск. Может, будут... Смотрите, то есть то, что сейчас происходит, имеет очень серьезный накопительный эффект. Очень серьезный. Угу. И его просто никто не оценивает, потому что нельзя, военная тайна. И мы не знаем. Мы не знаем. Есть, мы правда... И то, что там я там могу посчитать, как, или Павел может посчитать, или прикинуть хотя бы, да, исходя из того курса базовой экономики высшей школы, высшего учебного заведения. Там уже катастрофа, уже все давно, понимаете, случилось. Но тут же, понимаете, это все может очень резко, вот все говорят, война закончится резко. Так ровно и вот эти движения территориальные, они могут быть резкими. Очень резкими. Вы абсолютно здесь правы в том плане, что, опять-таки, стратегия военного генштаба, вот это агрессивное истощение, предполагает то, что территория не важна, пока есть армия противника, способного держать фронт. Цель уничтожить армию, способную держать фронт. Как только эта критическая точка достигается, все территориальные задачи, поставленные политическим руководством, решаются очень быстро. Поэтому то есть это то, что вы сказали, потому что это правда не противоречит вот той доктрине, которая философия войны разработана в Генеральном штабе. Поэтому, разумеется, в случае обвала фронта все может случиться очень быстро. Просто я это много раз вам говорил, я считаю, что это недобросовестно спекулировать на сроках именно потому, что мы не знаем. Вы абсолютно правы. Линейная вот этот анализ, то, что если было так, то оно будет дальше, в этой войне не работает. Как и всегда, оно не работает в войнах такого типа. Я приводил пример недавно из истории, например, Первой мировой войны. Германия тоже вообще-то капитулировала, то есть пришлось заключать невыгодный мир именно внезапно для многих. То есть отсюда потом даже возник потом эта легенда Дольштос-легенда, то есть вот легенда об ударе ножом в спину, да. А проблема была в том, что вот это истощение, была достигнута критическая точка истощения, и по сути Генштаб принял то решение, которое он был вынужден принять. То же самое произошло, по поводу того, что вот возможности каким-то локальным контрнаступлением, да, тут могут сказать, так вот же Украина контрнаступает, но я вот напоминаю то, что последнее контрнаступление Вермахта было в районе Балатона, в самом начале 1945 года. И просто тогда не было телеграмма. Там были телеграммы, но не было телеграмма. Поэтому там не было великих военблогеров, которые могли выступать с криками «Немецкие танки рвутся к Дунаю, Сталин в Кремле ничего не знает, вот все, никогда Берлин мы не возьмем». Да? Это уже вопрос о разнице медийной работы. С военной точки зрения это действительно может быть навсегда, пока внезапно, резко, за месяц-два не будут достигнуты цели, которых мы бы вот сейчас назови, пальцем покрутили у виска. Но когда это будет? Тот человек, который может вам честно сказать, скорее всего, под такой присягой о неразглашении, что к нам на эфир он никогда не придет. Это да. Павел Челин, я очень благодарен, что пришли на эфир. Очень объемный, хороший эфир. Друзья, спасибо, что посмотрели. Павел, спасибо за время и мысли. Вам спасибо, Александр. Всегда рад. Поставьте лайк Александру, уважаемые слушатели. Берегите себя, это самое главное сейчас в это непростое время. Добра и света. До скорого.